Так. Окей. Так, всем привет. Добрый вечер. Привет, Киви. Привет. Так. Наверное, стоит ресетнуть. Там у нас все равно нету континуусов. Астральная эра. Да, как все серьезно. Чё, как дела? Как суббота? Фотошоп легендарных личностей с лицом Нолана – отдельный вид искусства. Да. Даже начинаешь задумываться, а точно ли это фотошоп или придание истинных лиц. Философские разговоры, да? Они вот такие. Суббота хороша, как и всегда. У меня тоже нормально. Сегодня игра выглядит любопытно. Так, окей. Пародиус. Чаттинг лайв пародиус. Такосы спасают мир. Такос. Что такое REST? Game level. Revival. Как это прикольно. Там пингвины целуются. Она потеряла нас. Ладно. А куда? А куда девался? А вот он и целует Кэт. Но классное меню. Классное меню. Так. Ну чё? Мы за котов играли. В Твинби играли.
Вот за Сью еще не играли. За Упу. Пантерау играли. Вот за эту пингвиниху нет, это играли. Белиал, еба. Вот это имя. Лорд Джим. Рипл Лазер. Что, кого бы взять? Ну давайте возьмем Сью. Интересно. Мануаль. Она как будто здоровенная, что ли. И мишкой стреляет, кстати. О, нихера. А, да как так-то? Нифига себе. А это легально вообще? Да ё-моё. Да ё-моё. Сколько можно? Так, дискотар. А, блин, в меня прилетели стекла. Я не понял. Да вы чё? Жесть медленно.
なってばうひょいいぞどこだどこだ激しい攻撃です来るなってばどこだ激しい攻撃です来るなってばいいぞいいぞしぶといなもうね Окей, нормально. Небольшой антракт, во время которого могут на нас нападать. Так что не расслабляемся. 上からやってきましたナイスですね素晴らしいテクニックだよ下からやってきましたナイスですね上からやってきました Twitch Conhat, Twitch Conhat, Twitch Conhat, Hellguys, Hellguys, Hellguys. Здорово. なんでこれで多い日も安心わおふりふり А? やっといい Сейчас, ダメだこりゃ慎重にね да. そこだベルちゃん待ってあら入っちゃったよあらまでっかいのねちょっとだけよ全滅ですもう終わりなのね Да, Ой, ё... куда я попал? 入っちゃったよ今度は頑張ってね Это Пародиус. Да, блин. 今度は頑張ってねあらまでっかいのねなんでルーレットスタート爆弾なのよもう終わりなのね Так, аккуратно. ちょっとだけよ激しい攻撃です Приветствую тебя, как дела, как здоровье, моряку, hello, моряку, hello. Приветствую, чатик. Хорошо. もう一丁ここまで順調ですエルちゃん待ってあら行っちゃったよ Ой. なんでありゃうわー気色悪 Расстреливаем клубничку. Огромные лица. Офигеть, прикольно, Sims Good Pop, чем? 来たわ Это Квиклау, привет. エルちゃん待ってあら行っちゃったよ Ой, блин, как я так ударился? ちょっとだけよやったーあらまでっかいのねいい調子すごい威力もう終わりなのねあら О, смотрите, он. В кровати лежат пингвины. 中間地点です次は何が出てくるのかやっただよ気色悪いもう一丁皆さんお便り待ってます Погиб. 続けてやるかい誰にしようかな Так. Давайте вот этого возьмем. Чувака на бумажном самолетике. どっちにやろうかな Крутой. Игра повышает демографию пингвинов Twitch Conhat. またやってきました一丁のタコだよ次は何が出てくるのかまただよ気色悪い Ну, いいぞ ダメだこ да れ он получает урон, нет? 今度は
キリンとマスター。Ёб твою мать, как я в это попал? 今度は頑張ってね。ここまで順調です。 О, хорошо. 爆弾なのよ。ちょっとだけよ。あっ、危ない危ない。あんたも Собаку застрелили. 憎いね。 Сидят. Нормально. Расстреливаем школьниц пузырей. Школьницы пузырей. Да, рисовали это, конечно, прям очень такие талантливые художники. Прикольно. Стреляем мне в лицо. Как бы это двузначно не звучало. Ах ты мать твою! Да блин! Я. 手強いぞ。変態さんいらっしゃい。ああ、いいよ。来てますよ。ナイスですね。素晴らしいピクニックだよ。よし、下からやってきました。 Сказал, как отрезал. Стреляем в лицо. あら、入っちゃったよ。なんだ、全滅です。お兄さん、こちら。ほれほれ。 Да блин, ну ты чё? Вопрос, а сколько игр пройдено на SNES? 2 будет, если это пройдем. Мы откатывались из спектрума обратно. Спектрум оказался безумно душным. И дроп на спектруме сделал нам минус 2 платформы. Вот так. Крыша. Где? Ты чё за лазеры такие? Джинник слал. Привет, прости. Ай, бля. Вы играете, что ли? Вау! Ядрить тут колоколов.
ますよ。もう終わりなのね。あ、ベルだよ。ナイスですね。ルーレットスタート。いつもより余計に回しておりま О, す。 нормально. やるね。泣かすね。ああ、もうパーフェクトだ。なんでもう一丁。 Блин, что происходит? わ Корабль. Нападает お。 корабль. ここまで順調です。ベルちゃん待って。 Хер. Мозг. Пингвины батрачат. Там еще что-то не написано. Что они выкидывают-то? О, нифига. あーちょっと。 Прикольно, что ли? 手が出ません。あーちょっと。激しい攻撃です。なかなか手が出ません。おっ激しい攻撃です。もらってと決意しました。クールなってば。 Ой, Я зря я туда ошибался. полез. Они используют пингвинов. 今度は頑張ってね。 Не, по-моему, наоборот, пингвины используют место. 間もなくボスです。あーベルだよ。 Но Я видел. смотрится все очень мило. 次は何が出てくるのか。 Очень прикольно. あら。いらっしゃい。 Ё-моё. 顔がジャックみたい。 Это что, сисястая... お兄さんこっちだ。 Бля, это сисястый истребитель. 今度は頑張ってね。逃げろ。危ない危ない。いいぞ。あらまでっかいのね。逃げろ。いいぞ。 Он с лифчиком еще. Она, точнее, и трясет еще буферами. なかなか手が出ません。もう終わりなのね。逃げろ。 Это сексуализация истребителей. Осуждаем. Ахахаха. Осуждаем сексуализацию истребителей. お兄さんこっちだ。しぶといな。 А, блядь, задавила сиськами вообще. 今度は頑張ってね。お兄さんこっちだ。 О, оно. 危ない危ない。あらまでっかいのね。お兄さんこっちだ。 Титаед. ダメだ。 Тити-атак, да. Она голой もう стала. 終わりなのね。 Ничего себе. Снова антракт. まだまだ先は長いよ。させて Y-ля-ля-лей. 後ろから来ます。 О, нифига. ナイスですね。ちょっとだけよ。いいよ。ダメだこれ。 Да блин, ну ты чё? あら入っちゃったよ。ジャスティン。さあさあ。ベルちゃん待って。出ました。メガホン攻撃。 3 года спустя. そこだ。そうだ。いいぞ。 Маленький... Чего? 青カップ。 Маленькая мышка имела секс? Что? Что там написано было? 3 года назад маленькая мышка имела もう終 секс. わりなのね。レーザー光線です。はい。後ろから来ます。 Ну, блин. Японские пингвины стреляют по мне с сюрикенами. Сволочи. いい調子。後ろ。よし。爆弾なのよ。あ、ベルだよ。あら、入っちゃったよ。ルーレットスタート。ほいささ。慎重にね。 Теперь человечки на парашютах падают. Ай, блядь. お便り待ってます。
Да, 続けてやるかい？ погибли. 誰にしようかな。 Так, теперь возьмем Упу. Упа. Да, どっちでやろうかな。 малыш Упа. またまたやってきました。ピーちゃんのタコだよ。今度は頑張ってね。ダメだこれ。 Да блин, как я так 今度は頑張 ушатался って об ね。 стену. ルーレットスタート。慎重にね。 Не, ну, Упа, конечно, хорош. 焦るだよ。あら、入っちゃったよ。 よし、すごい威力。いいぞ。ナイスですね。レーザー光線。 Ё-моё, вот это пошла жара. Сколько бутылочек с молоком. だよ。あらま、でっかいのね。あら、入っちゃったよ。 青カプセル出ました。すごい威力。あ、ペルだよ。あら、入っちゃったよ。うわー、美味しそうだね。 О, надо расстреливать это дерьмо. あー、もったいない。慎重にね。 Блин, это печеньки, что ли? 慎重にね。 ちょっとだけよ。わ Вау! Я там фею какую-то подобрал. お、中すね。あー、もうパーフェクトだ。 Ого! よー、日本一。 Японский, говорит. Это мы видим, что японский. Йоу! よー、日本一。 Я японский. О-о-о-о-о-о-о. Йоу! 今度は頑張ってね。やるね。なんで？ Ну тут я 慎重 не にね。 мог выжить. ハンカチョーカー、いざ勝負。 А что за прикол? ちょっとだけよ。 О, боже! あー、ペルだよ。間もなくボスです。あら、入っちゃった Что よ。 это было? Какая-то тема с костями. Мне, походу, жестко повезло. 追っかけちゃいます。 Так, босс. なんだありゃ。 あっと、 Понял. 顔が弱点だよ。 いいぞ。ダメだこりゃ。 А, нихера ты взорвался. 慎重にね。 Давай, мега малыш. Вот так. あらま、でっかいのね。逃げろ。いいぞ。そこだ。もう終わりなのね。逃げろ。ダメだこりゃ。 Добавить. 慎重にね。 Нигера.
Да блин. А как жить-то? Есть. あらまでっかいのね。そこだ。 А? Вот он такой вот момент. もう終わりなのね。来るなってば。 Да ну он гонится за мной. 今度は頑張ってね。 Думаю, теперь это тетя. いいぞ。 Да охереть. 今度は頑張ってね。 しぶといなもう。そこだ。 Да я охренею просто. 出してけ。 У моего Шиндыру. あらまでっかいのね。 У моего Шиндыру. Это вафельница была? もう終わり。もう終わり。見事撃墜しました。次行ってみよう。何です。変態さんいらっ Да しゃ блин, い。 почему? 来てるわよ。ああ、いいよ。よし。 А, и скорости не хватает. ナイスですね。 Вот, あ、ベルだよ。 отлично. 追っかけちゃいます。 Автор следствия. 青カプセル出まし Big た。 Elephant did something amazing そうだ、いいぞ。プレイ in a nice いいじゃない place. の。あら、行っちゃったよ。 Что за дерьмо? О, 3D. それ、綺麗だな。 3D клубника. ああ、じゃあ、お得。女子高生の皆 Да さん。 я, ё-моё. Ну ладно. 続けてやるかい。誰にしようかな。 Так, теперь давайте возьмем красный どっちやる истребитель. んですね。 Лорд Би. Или это розовый? またまたやってきました。実況のタコだよ。今度は頑張ってね。ちょっとだけよ。綺麗だな。ダメだこれ。 Да, блин. 今度は頑張って Сколько ね。 можно? それ。あ、ベルだよ。出ました。メガホン攻撃。もうちょっと。あらまでっかいのね。それ。もうちょっと。もう終わりなのね。綺麗だな。 Это конфеты, что ли?ちょっとだけよ。レーザー光線です。はい。わお。おっと、ワンラップしました。 Да, тут 慎重にね。 ничего нельзя было поделать. ちょっとだけよ。早いとも片付けておしまい。あ、ベルだよ。ベルちゃん待って。あら、入っちゃったよ。 青カプセル出ました。爆弾なのよ。 Да. 慎重にね。ダメだこりゃ。
ザー光線です。はい。なんО, じゃありゃ。真ん中を狙って。какая-то адская кондитерская машина. しぶといな。目が回っちゃうよ。もう少しだ。頑張れ。Угу. Вот и все. 逃げろ。 Ай, да блин. 今度は頑張ってね。出ました。 А, серый это трупа, что ли? いやもう参ったね。 Надо серый колокольчик подбирать. 早速やってきました。上からやってきました。すごいなあんたも。おじさんこちら。今度は頑張ってね。来てるわよ。出ました。メガホン攻撃。Да, блин. あら、入っちゃったよ。君と遅くないかい？マスター。憎いね。А, ダメだこりゃ。 у тебя там стрёмная бабка. そうだ。いいぞ。プレイ。絶好調。出ました。メガホン攻 3 撃。 часа ночи. Большой ルーレット слон. スタート。 Кое-что сделал крутое. С большим котом. あ、ベルだよ。君と遅くないかい？慎重にね。あら、入っちゃったよ。全滅です。 А? 君と遅くないかい？ Вот такая вот игра. Тут смысла никакого нету, просто смешные какие-то. Там пингвин, полицейский, машина, Пингвин Полис. пингвин полицейский. Reload. いや、もう許して。女子高生の皆さん、お便り待ってます。 Погибли. 続けてやるかい？誰にしようかな。 Так, Вы превысили скорость бега в арктическом полушарии. С вас арктический лосось. どっちでやろうかな。 берем пингвиниху. Ханака. У нее базука. またまたやってきました。実況のタコだよ。今度は頑張ってね。君と遅くないかい？ Reload. いや、もう許して。 Да ё-моё. 慎重にね。あ、ベルだよ。あらま、でっかいのね。ベルちゃん待って。狭いよ。怖いよ。どうしました？頑張れ、ダーティー。ワンランクしました。 Reload. イェーイ！後ろ、ボロ儲け。 Нормально. スピードオーバーだよ。ルーレットスタート。いつもより余計に回っております。ルーレットスタート。ルーレットスタート。爆弾なのよ。なんで？予想外の展開です。 Нихера себе. 何？ Так, стреляй в лицо. あら、入っちゃったよ。ルールなってば。 よっしゃー！まただよ。クールなってば。ダメ
Ай, да блин, как он меня сбил. 今度は頑張ってね Да ёб твою мать. Скорости нет. 出ましたメガホン攻撃来るなってば Да это невозможно с такой-то скоростью, как я уйду от него. 逃げろ出ましたメガホン攻撃 Давным-давно どえなあんたの пьяница оделся кем-то там. 慎重にね Теперь-то Sailor Moon. 今度は頑張ってね Согласен. 危ない出ました После секса вчера старая леди. ダメだこれ慎重にね Ну, я тут кучу сделаю. 慎重にね При такой скорости я просто от этого веера 出ま умираю. したメガホン攻撃 Моя бывшая モンスター девушка. こちらダメだこれ今度は頑張 Блин, っ там て какие-то анекдоты рассказываются. ダメだこれ Охуеть. なんてけ О, он умер. Слава богу. 出ましたメガホン攻撃 Однажды. А? Зоньктал типа вырубился. ここまで順調です次は手強いぞ来てますよ Вырубил. 女子高生の皆さんお便り待ってま А, す я умер. 続けてやるかい Ну, пингвин, конечно, прикольный был. Ну, 何 такой. にしようかな Так, короче, кота Майка возьму. どっちにやろうかな Однажды один японский дид травил несмешные анекдоты, やってきました а потом вырубился. 来てますよあベルだよベルちゃん待ってあら行っちゃったよちょっとだけよなしたほしささ Да ёхраный бабай. 非常にねあら入っちゃったよあらまあでっかいのねリンリンリリンと早速やってきました真ん中を狙っていつまでやってるのなかなか手が出ません激しい攻撃ですあーちょっと激しい攻撃です激しい攻撃です激しい攻撃です何ダメだこれ Ай, あー прям ちょっ в と задницу. 慎重にねあーちょっとなかなか手が出ませんよし激しい攻撃ですあらまあでっかいのねもうちょっと危ない危ないよっしゃーもう終わりなのね見事撃墜しました О, призрак. 顔が弱いんだよ激しい攻撃です А, да, от этого как уйти-то, блин. 今度は頑張ってね激しい攻撃ですあらまでっかいのねお兄さんこちら Нормально. もう終わりなのね激しい攻撃です来るなってば О, 3度目だワンラップしました ну, слава богу. あんた誰 О, кошка. Опа. 今のは何でしょう Взорвалась. Угу. 顔が弱点だよ危ない危ない
鬼さんこちら。危ない危ない。ダメだ。 Да ёб твою мать! 今度は頑張ってね。鬼さんこちら。あらまでっかいのね。激しい攻撃です。危ない危ない。もう終わりなのね。まったんだよ。 Увеличение в размерах имба вообще. Да ёб твою мать. 慎重にね。出ました。いや、もう許して。 Когда моя нога застряла, моя бывшая девушка имела секс. Где? Что? もう許して。出ました。 После школы. Опа. いや、もう許して。 Летающая белка оделась женщиной あら。 с белой капкой. その調子で頑張れ。 Летающая белка оделась やって женщиной. きました。 Это сильно. 爆弾なのよ。ちょっとだけよ。あら、入っちゃったよ。ナイスですね。ナイスですね。あ、いいよ。やるね。 Да ты бы... 泣かすね。 Да ты боёбы. 予想外の展開です。 Охуенно. 慎重にね。あら、入っちゃったよ。いいよ。プレイ。あら、入っちゃったよ。 О, 今 это 度は頑張っ пиздец てね。 тяжело, ёбаный. 最後はお祭りだよ。 А просто непонятно, что там пингвинчики говорят. Вот гадаю. おいさっ Пингвинчик. あら、入っちゃったよ。もう終わりなのね。爆弾なのよ。 Да ёб твою мать, как не хватает скорости. 青カプセル出ました。爆弾なのよ。あ、ベルだよ。ちょっとだけよ。あら、入っちゃったよ。もう終わりなのね。あ、ちょっと。 Нихера себе. あ、これでおいしまし。 А, いや、もう許して。 а. ルーレットスタート。ナイス。次は何が出てくるのか。よし。なんで何。早いとこ片付けておしまい。 Куда стрелять? ガシャ。そこだ。来てますよ。 Если куда угодно. А, этих рыбок убивать надо. Вот тебе на. Ну это был простой промежуточный босс. Блин, соответственно, пингвины работают. Что-то суетятся жестко на фоне. Ой, блядь. Это какой-то театр тьмы они делают. Да. Сколько мне континуусов осталось? Как будто бы очень мало. Так, короче... А, мы еще вот Белиала не брали.
Белиал, блин. Жесть. どっちでやろうかな。 Осьминожка. またまたやってきました。日ちゃんのタコだよ。今度は頑張ってね。うひゃー。あ、ベルだよ。爆弾なのよ。ベルちゃん待って。あら、行っちゃったよ。慎重にね。今度は頑張ってね。すごい威力。狭いよ。А, они прям еще и меня целят так. ちょっとだけよ。あらまあでっかいのね。ああ、もう泣きすぎよ。レーザー光線です。はい、もう終わりなのね。いやーの予感。あら、行っちゃったよ。後ろからつきます。 Пипец, что происходит? А, и куда мне деваться? よ、日本一。あんたも来て。 Куда мне ダメ деваться? だこりゃ。怖いよ。慎重にね。ちょっとだけよ。 А, я меж ее ног. Страшная женщина. あ、ベルだよ。 Да. いよいよ決戦の時が来ました。 Ну, я уверен, даже в этой ситуации... Вроде был красивая, бы- но то, как она двигается, ух. Ну, даже в такой ситуации, думаю, был бы парень, у которого пинус бы встал, очевидно. パンパカパーン。本日のハイライト。 Фига, осьминог против осьминога. 顔が弱点だよ。 Ох ты, сука, фу. У меня так только из-за шуток деда, особенно про женщину в холодильнике. Ну, это был ワン легкий. ラップしました。 Клин клина вышибает, так あ сказать. ら、行っちゃったよ。 Все? Мы наконец-то нашли фантомные такаяки. А? А? Он съел такаяки. Спасибо за еду. Ну, давайте. Что? Сорвался. Нашли кек. В смысле, это конец игры? Ну да, мир же уничтожен. Да уж. Нобухиро Мацуока. Коротенькая игрушка. Или нет? またまたやってきました。日ちゃんのタコだよ。張り切っていってみよ А, ну う。 да. Все, заново началось. 早速やってきました。素晴らしいテクニックだよ。 Ну, такая вот 下からやって игрушка. きました。ナイスですね。上からやってきました。あ、ベルだよ。いいよ。下からやってきました。素晴らしいテクニックだよ。あら、入っちゃったよ。よし。あら、お得。全滅です。爆弾なのよ。それ、持ってきた。もらって。あっと。あら、入っちゃったよ。
想外の展開で強い力焦るだよダメだこりゃねるちゃん待ってあら行っちゃったよ今度は頑張ってね何ね Так. Получается, снова прошли SNES. Так, SNES пройден. И идем снова на геймбое. Ну, на геймбое что может порадовать? Действительно, может быть короткая игра. Я надеюсь. Так, теперь мод. Хардмод. Прицеп. Ать, хорошо! Каждые 5 роллов рулетки на текущей платформе дают... Каждые 5 роллов плюс игру. Ну, типа, даже если это роллы по правилам. Блин, что-то пиздец какой-то. Так. Мгм. Так. Ну все. Угу. Надеюсь, сразу же выпадет что-то хорошее, иначе будет печально. О, там Твин Би был. Черепашки-ниндзя. Не зови меня мама, но я твоя мама. Чего? Art School Pocket. Art School Pocket. Это вообще игра? Здорово. Разыгрыш будет сегодня? Ретро Quest, да?
Ну, я думаю, розыгрыш проведем, когда Гого придет. Он спал в классе, украл материалы из своих одноклассников. Выглядит достаточно любопытно для такой графики. Ну, как будто бы Инди-РПГ Адвенчура. Ну, вроде бы это реальная игра. Такое ощущение, что это опять новодел какой-то. Да, опять блядский новодел. Я бы не стал в такое играть. 2022 года. Русского, конечно, нет. Поэтому мы здесь и смотрим, как играют за нас. Ничем не Это да. лучше Спектрума. Намного лучше. Тут хотя бы будет понятно, что к чему. Но мы все еще можем рерольнуть это со словами, мол, что это РПГ, и оно нахер не надо. Может быть, ну, как бы. Но тогда у нас останется еще 4 реролла, даже по правилам. Ну и типа, если 5 рероллов у нас произойдет, тогда плюс игра случится. А это печально. Так, что там на Масёне? Обязательно и именно эту игру. Ну, я тебе говорю, если мы зарерольнем, то следующая игра... А точнее, у нас останется 4 крутки. А там тоже неизвестно, как она произойдет. У этой игры хотя бы есть конец, что, в принципе, радует. Ну, тебе в любом случае любая игра не понравится. Очевидно. Это же геймбой. Тут не будет 3D графики. Тут не будет прям вау сюжета. Может быть, геймплей в каком-то смысле будет платформенный, если уж повезет. Но что-то мне кажется, что такого не случится. Так. Ну, погнали. КБ Студио. Такая программа, если честно. Новая игра. Давным-давно, в 2003 году, я Джордж Браш, Джордж Кисточка. И я хотел быть художником. Чувак. Жужа Кисточка. Жужа Кисточка. Сегодня последний экзамен. Можешь ты, А пожалуйста... вот звук уничтожает уши. Да, есть такое. Можешь не делать каких-либо шуток или розыгрышей? Повтори, что ты сказала. Не делать одних, ну, не делать шуток. Но, не, первая часть. Дмитрий Петроков теперь отслеживает канал. Спасибо, Дмитрий Петроков. Спасибо. Чувак. Нет. То, что было посередине.
The Fin, подумая о том, что сегодня последний экзамен. Мне Сегодня что-то, последний экзамен. блин, не дали бонус. Не дали бонус? Как ты о чем? Какой бонус? И я сегодня не практиковался вообще, не готовился. Я ничего не принес. Я думаю, он не станет художником сегодня. Так, понял. Что ты тут Что-то делаешь? мемкоины не пришли. Мемкоины не пришли? А должны были? У меня, по-моему, бонус отключен. Беги, беги, последний экзамен в 1 классе. Это не мой шкафчик. Буф. Что за бардак? Вы получили лысую кисточку. Пиздец. Ну что, будем рады. Знакомый я, Дмитрий, а вас? Джулуста, здравствуй. У вас... Вы получили 3 пустых банки. Окей. Здесь больше ничего нет в моем шкафчике. О, может сохраниться. Добрый вечер, а мы Киви. Да, будьте знакомы, ребята. Дмитрий Петраков из ВК. Дмитрий Петроков получает награду. Дайте сказать за 500 ахров. Линк, Яутуби. Что-то. Ну, это не заказ, это просто сказать. Блин. Ты можешь посмотреть свой инвентарь. Если ты хочешь сохранить свою игру, взаимодействовать со скульптурой здесь. Окей. Да, это жестко. Кафетерий. Салон. Кто-то оставил швабру и ведро. И с ним ничего не можем сделать. Хорошо. Канцелярия, видимо. Компьютер без мышки. Как в фильмах. Как у вас дела? У меня заебок. О, рад за тебя. Нормально. Дела хорошо. Так, пока никто не писал. Что-то вот все жду, когда же меня наконец устроит. Консьержерия. Что за ретро-игра? Как называется? Прямо на экране написано название. Art School Pocket. Вот видишь? Вот. Консьержерия, да. Ладно. Патио. А что такое патио? Цветочек. Этот цветок пахнет как головоломка. Че? Патио, внутренний дворик. А Mortal Kombat, следующая игра пшна ретро. тут не заказывается. Тут игра случайно выбирается. Видишь, там снизу платформы.
Мы сейчас находимся на геймбое. После геймбоя пойдет ZX Spectrum. После Spectrum DOS, TurboGrafx, Dendy, Game Boy Advance и Sega Mega Drive. И чтобы продвинуться дальше, нам надо проходить игры на этих платформах. Библиотека прячет секрет. Тебе всегда было любопытно, куда ведет эта дверь. Интересно, и почему такое прозвище возникло в радио Nintendo о Денди? Да, Пойду вопрос. посмотрю, не залетели ли мемкаины. Хорошо. Ну, просто... Ну, ты же знаешь, скорее всего. У нас Nintendo не завезли своих этих консолей. И наши просто взяли, тупо спиратили саму консоль. Сделали ее точно копию. Ну, как бы... Сняли корпус Nintendo, мне так кажется, и поставили поверх нее этого Dendy. Сделали, так сказать, импортозамещение, и все. Я нашел легендарный... Как хитро. Не знал, кстати. Photoshop 6.0 мануал. Ведьмак, который не говорил по-испански. Чего? Правильное использование заглавных букв. Пиксель-арт для очень-очень тупых. Картинки с 4 цветами. Мы потеряли художника, но мы победили арт-критика. Я знал, что ты придешь. Я последний из 3 великих художников, кто поклялся защитить Позер и жить канапешками и шампанскими в эксибиционных, куда мы были приглашены. Чёрт. Но это было 700 минут назад. Да. Я здесь практически 12 часов. Ты одет очень странно, чтобы быть художником. Ты не графический дизайнер, который собирается быть современным. Почитал про это. Да, Dendy это был тайваньский клон японского Nintendo, он же Famicom, сокращение от Family Computer. Тайваньский клон, значит. Значит, и так произошло. Значит, они просто скупали. А, вот почему там слон. Это объясняет. Если бы у нас произошло это импортозамещение, у нас был бы медведь, наверное, да? Да и наши бы не додумались, да-да-да. Просто коммерцы закупили супер дешево у тайванцев. Да, понятно. Теперь это логичным становится. Принеси мне напиток бесплатно. Стакан. Шот. Окей. Ему надо принести бухло. Что тебе надо? Видишь, что я ничего не делаю? Схватить книгу.
Ты хочешь книгу? Возьми эту и оставь меня в покое. Ты получил инкунабулум. Опять играешь в очередной шедевр. Да. Книга с заглавием «Де фунгвс кибвм». Окей. Аула 2. Будь осторожен, когда будешь входить. The Fungus Kibben. The Fungus Kibum, возможно. Блин, там. Аула 1, Аула 2. Это, видимо, классы. Альмакен. Директорская. Так, туалет. О, что за наслаждение. Пописали. Ты не можешь сюда войти. Мы храним школьный материал здесь. Директорская. Вроде фунгуса это гриб, а кибум типа съедобный, что ли? Съедобные грибы. Я потерял свои увеличивающие очки. Но я все еще счастлив. Дорогой директор, используйте это. О, похоже на... стакан для шотов. Монокль. Да, возможно. Это может и так выглядит. Но он перевернут. На самом деле это авангарда магнифинг. Авангардное увеличивающее стекло. Теперь это имеет смысл. Я думаю. Авангардистская лупа. Авангардистская лупа, да. Если вам что-нибудь понадобится, спросите Дженнитора. Уборщик. Ты уборщик? Так, на всякий сохранимся. Что будешь пить? Рококо чай и кубистское кофе. Ну давай кубистское кофе. Блин, он сам пьет. Я думал, мы принесем попить этому старику. На Йолен Мичел.
Так. Ну-ка, давай-ка на всякий случай сохранимся. Мне кажется, сейчас заходить в класс на экзамен не очень хорошая идея. Надо сначала к нему подготовиться. Типа. Заходить в класс всегда было очень плохой идеей. Да. М. Так, мне А вы нужно знаете, как больше правильно не- входить в класс? Постучаться, сказать: извините, опоздал. И плюхнуться на свое место. Постучаться ногой, крикнуть, что опоздал, и, не дожидаясь разрешения с прыжка, залететь в свою парту. Да, да. И после этого, как правило, учитель говорит: да ты охуел! Съебал отсюда нахуй! И все. Для усиления эффекта вы должны это сделать с другом. И шлепнуть училку по попе. Да. Приветствую. Привет, Лекса, здорово. Мистер Кисточка. Я думал, я вас никогда не увижу в моем классе. Я не собираюсь пропускать последний экзамен. Ты ведь не знал, что он И в сегодня, классе да? после этого произошел дезматч. Ты знаешь. И твои одноклассники сказали тебе при входе. Да. Ну что ж, тогда ты готов. И подготовь все свои материалы. Выбирай изель и создай интерпретацию этой статуи в классе. У тебя есть целое утро для этого. Мне нужно еще парочку деталей. И я начну. Мне нужна кисточка. И 3 тона зеленого, чтобы пройти экзамен. Перестань говорить с игроком и начинай рисовать, торопись. Профессор Клеймс является экспертом в барокко-арте. Конечно же, он жил там и видел это собственными глазами. Типа настолько старый. Когда учитель был молодым, Радия молчала. Все было сделано лишь воображением. Привет, Джордж. Ты готовился к экзамену? Да, конечно. Хи-хи-хи. Эй,
Что я тебе такого сделал? А, что ты сделала со своими волосами? Блин. Ну ладно. Походу сейчас тупо придется сесть и рисовать. Вызывайте тетин тигру, у нас вампир. Да. Профессор такой старый, что когда он служил у военных, он катался на велоцирапторе. Пиздец. Да, это жестко. У меня нет материалов. Да ебать, а что делать-то? А, то есть я волен выйти, зайти вообще спокойно. Что это за херня? О, книга для меня. Как, откуда ты знал? Это моя любимая еда. Чувак, ты тронул мое сердце. Если бы оно у меня было. Вы собрали слезы. Вы получили альтруистское зеленое пантон. Короче, у нас есть цвет. Видимо, первый зеленый цвет. Но нам нужно больше зеленого. Так, надо сохраниться. Блин, спиздить ничего нельзя. А, так вот он уборщик. Ага. Он Вы использует получили- слезы врагов для рисования. Да. Вы получили ножницы. Так, хорошо. Так, теперь с ножницами я, наверное, смогу пройти... Хотя, погоди. Может, ножницы нужны для цветка? Вы использовали ножницы на цветах. Вы получили аллергические цветы. Так, хорошо. И аллергические цветы мы относим куда? У кого-то была аллергия? А, наверное, надо пойти наверх. Чуваку, который... вот, да. Нет. Так. Хочу. А, вот он, аллергик. Ты идиот. Чихал бы в другую сторону. Извини, чувак, это его вина. Он распространяет аллергию. Ты заговнякал мне футболку.
Не беспокойся, я очищу его для тебя. Окей, возьми. Он все равно не был моего размера. Вы получили... Заглавная буква «ы». Да. У меня теперь футболка. Так, мне кажется, теперь с футболкой надо пойти к старику в подвале, отдать ему футболку. Нет. Голос. Почему ты вместо «ы» делаешь «и»? Футболка с соплями — это имба. Да. Вот кому она, интересно, нужна? Вот ему? Могу я пройти? Так. Мне нужно кое-что, чтобы очистить эту футболку. Окей, проходи, но будь осторожен. Очень опасно. Окей, ладно. Я знаю, что геймбой ограничен, но в графиках, но это выглядит смешно. Так, посмотрим, что у нас здесь. Вы получили очиститель Акме, и больше ничего нет. Да ну. Белизна. Да. Опять поссали. Так, получается... Это слом 4-й стены. Да. Погоди-ка, а мы же не дадим очистители старику? Так, нет, хорошо. Так, сохранились. Блин, у меня столько всего. А у вас тоже в библиотеке был подвал, где сидел алхимик? Не, у нас там не алхимик был, а шаман. Ну, обычное дело. Мне кажется, там обычно сидят те, кто, ну, пригодится. Ну, нам шаман никогда не пригодился. Но он там был. Так. Салон. Вы так положили очистители в ведро. Вы сложите футболку в ведро. Так. Ух ты. Футболка идет в ад. Вы собрали слегка зеленую, какую-то зеленоватую воду. Ага. Так, мы получили зеленоватую воду. Свой шаман в подвале — это прям элитарно. Да, это прям было хорошо.
Но там больше ничего нет, да? Да. Вы использовали ножницы на волосах Лаура. Чик. Вы смешиваете человеческие волосы с лысой кисточкой и получаете профессиональную кисточку. Идеальное преступление. Обычное дело – постричь свою одноклассницу, пока та не видит. Подпишись на таверну на Алана Ахров, линк, Тимит, здесь игровые новости, мемы и всякие разные авторские посты чат таверны Ахров, линк, Тимит, Так, Ахров. Ахров, ну. Ахров. Мне последний цвет остался зеленого. Откуда мне его найти? Ну-ка попробуем сходить к тому чуваку. Так, ничего хорошего он мне не сказал, конечно же. Мы потеряли художника, но зато выиграли соревнования. Да. Блин, и что делать? Остался последний цвет. Может, здесь где-то в патио, может что-то сделать? Может, эта дверь наконец откроется? Но нет. Что-то глаз терминатора. Так, здесь пройти невозможно. В кафетерии я все протыкал. Наружу выйти нельзя. Ну, в канцелярии, может, еще что-то можно сделать. Пусто.
Так. Ну, как будто бы в кафетерии что-то должно происходить. Но я не понимаю, что. Может зеленый чай, типа. Рококо чай. А может его надо много выпить, чтобы мы блеванули? На вкус как скипидар. Он так говорит, да? А кубистское кофе? Синнабар. Да, про чай рококо. А taste like cinnabar? Что это значит? Блин, такая рандомная херня. Тут что-то делать надо. У меня нет всех материалов. Ну, может зайти еще раз в тот класс, второй. Как вариант. Забавно, но почему оно переводится исключительно как киноварь? Киноварь. Я думал, это что-то типа мятного. А я думал, корица какая-то почему-то. Типа корица. Типа синемон. Синнамон. Может и корица. Знаешь привычку любого хорошего переводчика? Это держать при себе наготове словарь. Да. Так, ну, туалет остается. Может, после того, как мы попьем что-нибудь там, мы должны высосать что-то зеленое? Я не знаю. Или может директорское что-то есть? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Так, давайте выпьем чай и пойдем ссать. Да, моча зеленая. Вы собрали мочу в пустую банку, и у вас теперь
Вот я ебанутый догадался. Просто догадался поссать в банку. Ну, чё за пиздец? Так, у меня есть все, что мне нужно. Рисуем. И в конце концов, но не последней важности, я представляю диплом мистера Джорджа Браша. Я король мира. О? Погодите-ка, что это было? Он спал в классе, крал материалы от своих Жужа кисточка. одноклассников. Он был групп с учителями. Но как бы то ни было, вот он наш лучший студент, который когда-либо был в нашей художественной школе. Джордж кисточка. Но почему-то дверь открыта. Я вхожу. Возможно, мне что-то дадут. Продолжение следует. Ну, кажись, это дерьмо пройдено. Да? Пройдено. Ну, неплохая РПГшечка. Да. Нормально. Ну как РПГшечка? Скорее... Короткая, это- самое главное ее достоинство. Да. Самое главное, что это не РПГ вовсе. Это адвенчура. Найди предмет, примени предмет. Все в таком духе. Нормально. Бродилка. Ну, типа, да. Как бы. Помните, пацаны, гаспачо, суп гаспачо должен подаваться холодным. Вот так вот, ребята. Помните, суп гаспачо должен подаваться холодным. Мудрость она такая. Ну, На грани с снова- безумием. Снова здорово, как говорится. Здорово, отец. Коротенькая. Так, игрушка. Сейчас спектрум будет. Так, окей. Ну что там, моды? Жанровые предпочтения. Ать, хорошо! Игра выбирает из 5 игр на экране RGG-генератор. Выбор игры исключительно по названию. Ты не имеешь права никуда подглядывать при выборе игры, включая чат.
А. Ну, с одной стороны, как будто бы нормально. То есть у нас будет выбор из 5 игр. Это замечательно. Так, где этот? Спектрум. Вот он. Кусок дерьма. Как бы так выбрать хорошо-то? Хе-хе, типа 5 названий и какое понравится, то и берешь. Но не подглядываешь и не подслушиваешь. Да. То есть даже подсмотреть нельзя, хорошая эта игра или нет. Ой, секс-покер. Ну, секс-покер прям... Игра чисто под бан. Да. Мне кажется, Dastardly Dave надо брать. Это, кажется, как Dangerous Dave, но тут что-то другое. Но оно хотя бы проходимое будет. Avalanche, ну, тоже звучит интересно. Безумные слова. Но, скорее всего, это, типа, вот такого рода игра. Ну, вот, мне кажется, надо Dastardly Dave брать. Dastardly Dave. Злые земли. Dastardly Dave. Ладно, я возьму, наверное, Dastardly Dave. Хотя, блин, не знаю. Злые земли, что ли, взять или... Ладно, короче, Dastardly Dave беру. Dastardly Dave. Все, берем Dastardly Dave. А это стример какой-то. Или какой-то блогер. С 25 подписчиков чел. Zack Spectrum. Так. Dastardly Dave. А такая игра вообще есть? Dastardly From. Да, что-то. Dastardly Dave. Snapshot Image. Без релизов. Игра вообще существует? Rebel Star with Outcast. Ну, как будто бы такая игра была. Тут всего лишь скрин. Snapshot Image. Или это все-таки игра? Ага. Так, ну дай-ка я еще так чисто ради интереса. Секс-покер заценю.
Ну, прям там типа телочки лежат перед нами. Им, ну, прям типа, да. Но это стрип-покер, что ли? Ага. Секс-покер. В СССР секс был только у членов политбюро, а в Западной Европе секс был, но его прятали от народа. А я загрузил игру, а они попросили загрузочный код. А я тогда нажал break, потому что сей опус написан на бейсике. А игра коварно зависла, ибо полк 23659, запятая 0. Топовый тип игр для нас был в 1 и 2 класса началки. Да, да, да. Все, затаив дыхание, смотрели на эту игру. Но я еще раньше видел взломанную версию, которая показывает милиции и Сьюзи во всех вариантах. На экран они выводились едва ли не дольше, чем Просто грузились потому, кассеты. что другие хрен достанешь. И такие, что я вам имею сказать, играть в эту игру не секс, а самое что ни на есть извращение. Но за красивое личико Сьюзи все же натяну ей 3 из 10. Да, тут прям оценивали еще. Ну тут, видимо, секса не было, но голая телочка была. Окей. Давайте-ка посмотрим на Дастардли Дэйва. Мы таки посмотрим на него. Дастардли Дэйв. Денег هم ديت японцы. Японцы. Хумей. А ты хумей батакать тебе мама. Мороженое сидит, да? А ты хумей на что не съехать? Череп. Давай. У пылесос стыл. Чечене хумей это мороженое съел. Возьмите с собой. А ты эти сюда, да? Эти сюда, да? Посмотри. Погодите, а какой там мод стоял? А, научный тогда. Ну ладно. Дастардли Дэйв. Окей. Это Арч. ZX Spectrum TOSEC. Подождите. А я как скачал эту хуйню? В смысле сеть? Что это значит?
Дженнифер Батиста. Убирались-то. А чё мама тогда все еще убирается? Так, какая-то херня с этим Дастли Дэйвом. Он что-то не устанавливается. Ну, точнее, не скачивается. Мне кажется, мы можем зареролить на случай, если я его не смогу скачать. По причине того, что игру невозможно найти. Ну, да. Так, окей. Ну тогда реролл. Так, реролл. По причине того, что невозможно найти в интернете. Окей, все. Делов. Что путаете? А мода с прошлых круток все еще действует. Не, только на платформу. Чисто на платформу. То есть сейчас у нас действует чисто научный тык. Блин, ну не знаю, названия такие. Ну вот это какое-то дерьмо, которое по сути даже не игра, наверное. Моги Adventure. Ну не знаю. Слово Adventure меня напрягает. Танк Атак еще как будто бы не так уж и плохо, но это, наверное, будет как какой-то симулятор, и это, возможно, пиздец. И Silk Dust. Silk. Что такое Silk? Хлопок. Нет, не хлопок, а материал такой, Silk. Как-то, типа... Шелк. Да. Даст. Шелковая пыль. Типа. Экзотичное название. Вот эти адвенчуры меня что-то вообще не возбуждают. Это по-любому полное дерьмо. Это явно, типа, просто жопа полная. Поэтому Танк Атак или Шелковая пыль. Давайте, наверное... Танк Атак. Не знаю, у меня плохое предчувствие насчет Танк Атака. Очень сильно. Ну и Шелковая пыль тоже может быть дерьмом. Ей вдруг окажется, что адвенчуры вот эти вот прикольные на самом деле. 14 тысяч игр, и всегда попадается что-то страшное. Да, да. Блин, почему не Dangerous Dave или там... Какая еще игра была у ID Software? Про капитана Кида или как это там? Пацан такой, космонавт, бегал, стрелял. Ёб твою мать. Не везет. Ну, можно поступить по уму, тупо как Fivehead,
типа супер умный, и выбрать вот это вот дерьмо, Current Contenders Cassette, и это оказывается, что не игра, ее вообще не существует, и мы будем реролить. Ну, мы же не знаем, что это игра или нет, ну, типа. Поэтому научный тык тут тоже действует. Ну, мало ли. Короче, выбираю Current Contenders Cassette. Это явно будет супер умно. И такую игру мы просто не зайдем. Блять, что это? Хе-хе-хе. Championship Boxing. Наберите имя боксера. Но это явно не игра. Оно как бы есть, мы что-то нашли, что-то нащупали, но это... Видимо, это список боксеров вообще в принципе. Кэмстон, English. Ну да, что-то такое. Типа это спортивная игра, менеджмент. Все. Жанр, спортивная игра. Можно реролить спокойно. Вообще ни на что не опираясь. Спокойно можно изи реролить. По причине, что это спортивная игрушка. Все нормально. Так, но пока мы не ушли, все-таки интересно, что такое танк-атак. Блять. Сука. Не... Там танк-атак такой стрёмный. Показали на ютубе. СВО просто показывают. Что за нахуй? Танк-атак. А. Мусага Бранкас. Чому летиш? Ти папа готруха є. Кутово мороженый. Бранкастя. Посмотри-ка. Блять, это был тот самый танк. Ой, блядь. Что популярное в Фиде, то и А, не, показывает. погоди. Это просто танк батл. Не, это не танк-атак. Это не танк-атак. Вот он танк-атак. Бля, что это? Надо было танк-атаку выбирать. Ютуб, да? он хитрый. Да, бля. Армения, Сарапан, Казалдис, Танк Корпус 1. Блин, это какая-то духота, пиздец. Слава богу, я это не выбрал. Танк-атак. А, это вообще стратегия. Основана на настольной игре. Слава богу, мы это дропнули нахуй. Не стали выбирать. Так, а Silk Dust? Пипец, это какая-то супер задротская хуйня. Так, Silk Dust. А это вообще текстовый квест. Угу, угу. Дай, господи, нам нормальную игру, пожалуйста. Блять. К этой кассете предполагалась сама настолка, походу. Скорее всего, да. Если бы это было... Ну, по сути, наверное, так. Поэтому это можно смело реролить, потому что специальный девайс, типа, необходим для прохождения игры.
Что там зомби прошло? Конквистадор. Зараки. Мунволкер. Арнольд. Приключенец 2. Ай, бля. Сражение Мэтью Крэнстона. Жучок Багги. И Арнольд Приключенец 2. Пред с капюшоном вернулся. Или же Мунволкер. Что-то про космонавта, скорее всего, Мунволкер, да? Астронавт какой-то. Какой же мрак ебаный. Что делать? А если выбрать known? Мне так нравится надпись «Нан». Да, да, да. А если выберем known? Давайте я выберем known. Типа нет игры. Да, типа нет его. Выбрал ее и пропускаешь платформу. Блять, эта игра есть, конечно. Насколько плохую игру выбрали, я не понимаю. Но там уже вид сбоку видно. 2010 год. Новодел. Уровень 1. Где? А, то просто. Угу. Тютяк. Выглядит как что-то проходимое. А сколько тут уровней? А, здесь 32 768 уровней. Проходимое, да? Ну, то есть... зачем? Ну, типа, нахуя? 32 768 уровней. Ну, это же можно реролить смело, не? Ограничение на количество фреймов. О, рекомендуемая музыка из любимой игры моего детства. Мое почтение. Зачем? Так, и что делать? Что делать?
Но я надеюсь, единственное, что я его найти не смогу в интернете. А он, конечно же, есть. А он, конечно же, есть. Рассчитав время прохождения на каждый уровень, уйдет вряд ли больше половины минуты или 2, это не считая возможности откиснуть. Примерно минута получается на прохождение всех стейджей, надо 576 часов, если не умирать и проходить по минуте. Не сильно ли круто? Ну, сильно круто, да. Это, я бы даже сказал, это пиздец. Так, а что-то мне хотят? 6-7-0. Лево-право стрелять. 6-7-0. Ну, охуенно. Или нет, я путаю, это минуты. Не часов, минуты. Минуты? 6-7... Шесть, 7, 0. Кстати. В принципе, можно на фоне что-то включить и слушать, аудиокнигу какую-нибудь. Ну да. Согласен. Стивен Р. Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Я представляю мысли Санишки твоего Предисловие на к заднем русскому фоне, изданию. что за фигню батя катает. Это уникальная книга, изданная в 73 Да. странах мира на 38 языках, тиражом более 15 миллионов экземпляров. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала ее международным бестселлером номер 1, а бывший президент США Билл Клинтон – настольной книгой каждого человека, стремящегося к успеху. Чем же 7 навыков Стивена Кови сумели завоевать сердца западных и восточных читателей, избалованных огромным разнообразием литературы, посвященной вопросам психологии, эффективности и управления? Все, о чем говорит Кови, рождено и проверено практикой. О полезности и эффективности его теории свидетельствует интерес, проявляемый к ней деловыми людьми. Ежегодно по программе «7 навыков высокоэффективных людей», проводимой сотрудниками и партнерами компании Franklin Covey, во всем мире обучаются около 500 000 человек. Половина участников рейтинга Fortune 500 и 1000 средних и малых компаний из разных стран мира
считают необходимым ознакомить своих сотрудников с философией эффективности от Кови. 7 навыков, о которых рассказывается в книге, объединены в систему. Благодаря этому 7 инструментов, чрезвычайно мощных даже по отдельности, приобретают дополнительную силу и становятся более удобными в использовании. Со звуками природы. Читая 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови, вы овладеваете философией эффективности. Книжные прилавки сегодня изобилуют изданиями, которые учат приемам влияния на людей, правилам разговора по телефону, методам ведения переговоров, техникам продаж и так далее. Но для истинного успеха этого мало. Не хватает цемента, который бы закреплял все эти умения. Не хватает плодородной почвы, в которую эти методы могли бы пустить корни, чтобы стать нашим продолжением, а не чем-то чужеродным и искусственным. Философия 7 навыков – это и есть так необходимые нам цемент и плодородная почва. Рекомендации Стивена Кови универсальны, поскольку основаны на том, что он называет естественными законами, на принципах и правилах, действующих везде и всегда. 7 навыков могут одинаково успешно использоваться в любой сфере жизни и бизнеса, в любой стране и в условиях любой национальной культуры. В 1992 году мы, 2 редакторов русской версии этой книги, прошли специальное обучение и получили право преподавать 7 навыков в России. С тех пор нам и компании Management Training International удалось познакомить с учением Стивена Кови 1000 человек. Многие из них свое отношение к тому, что узнали, выражали словами: «Вы изменили мою жизнь. Теперь я понимаю». Нормально. А мы уже подготовились, включили хорошую аудиокнигу. Да, мы прям это... Ну, все, типа, храбрым как бы воздается награда, так сказать, и все такое. Нормально, нормально, четко. Спектром прошли, слава богу, и капец. А я уже смирился с судьбой, типа, что я стану первым человеком, который пройдет эту игру. 37 тысяч или что-то там вроде. Господи. Ну, теперь DOS. Нам лучшая игра на ZX Spectrum. Да, самая лучшая игра, правда, это самая лучшая игра была. Оставь хороший отзыв. Кстати. — 32 768 уровней. Ать, хорошо! Слава богу. Рерольный запрет. На текущей платформе не работает реролл из инвентаря. WhatsApp мобой. Хуёво. Это твоя Бибико. WhatsApp моб. Привет, хомяк. Здорово. Yes. Теперь DOS, ребята. Теперь DOS. Йовасап. Йо, what's up? Йо, my homie. Так, где там? DOS, MC DOS. Ну, на DOS может выпасть что-то хорошее. Подожди, это тугой. DOS МММ, как много игр и воспоминаний на ней. Угу. Что-то на сложном было где. Ну как, это просто старая платформа, ретро-платформа. MC-DOS, Spectrum. Вот сейчас мы дошли до DOS. Это MC-DOS, если что, это один из самых первых операционных систем на ПК. До Батон Windows... получили добедку. Не. Вообще похуй. Но он вроде веселый, там можно, по-моему,
кастомайзить свои карты на Гадоте, прикинь. Snoopy Game Club. Шэньчжэньджи. Это детская хуйня, походу. Всего лишь час проходится. Ну все. Snoopy Games Club. Those from. Так. Ну шо ж такое-то, столько классных гам и выпало это, впрочем, час на прохождение, отлично. Но. Так. Сейчас подойду. Детям надо мороженого. Я себе мороженое тоже сделаю. Сейчас подойду быренько. Так, по-моему, MC-DOS у нас на как раз таки... Так, эмуляторы. На ретро-арче, я думаю, запустим. Какая злодейская музыка играет. О, DOS, да, все. Это же мафия. Как я мог забыть ее? Не узнал саундтрек. Но... Так, управление. Ну, вроде бы нормально. Хорошо.
Так, ладно. Немного мороженого взял. Погодите, а у этой игры есть какая-то концовка? Вау. А, Господи, это такая игра, что это просто набор игр. Что означает, что reroll. Так. Игра, у которой нет концовки. Угу. А выглядело достаточно коротко, чтобы перепрыгнуть. Всем хэй. Предан, да. Ну, что тут? Лонгплей. Не, если здесь есть концовка, то будем играть. Но, по-моему, это набор игр просто. Да, Хэй-хэй. это просто набор игр. Что это за дерьмо? Tres cerditos se divierten los. Три поросенка? То есть это название... Понял. Так, это название... Так, Los Tres Cerditos. Dos Game. Ну, хз. На Old Games.ru есть как будто бы. Флоппи версия. Amusent. Ну, это другая игра. Lost Trees Cochons, там что-то. Los Tres Cerditos. Я не знаю. IBM PC. Летру опять окощен. А. Вот так он выглядел, да? Может, это просто музыкальный набор или что-то в этом роде? Ну вот флоппи диск, допустим. Блин, доса это такая шляпа.
самой игры нет, да? Ну, картинок. Там столько всего выбового, на самом деле. Ну, я что-то вижу, вот что-то есть. Там домики какие-то. Это просто рулетка демоническая. Но... Не, с одной стороны, нам как бы и везет, но с другой стороны, хер пойми, что вообще происходит. М. Вот, что-то... Что-то пазлы, запоминание пары картинок и анимированные эти лабиринты. Ну, я не знаю. Как-то хочется конкретно жестко замашнить на тему, что у игры нет концовки. Это просто, опять же, набор игр, типа. Эндинг. Пипец. О. У испанцев какая-то своя тема с 3 поросенками, да? Что-то какая-то хуйня. Да, испанцы что-то вот с этого угорают безумно. Не знаю, что-то волк странно, действительно. А может я найду 3 поросенка? 3 поросенка. А чё папа хочу играть в гейм поросенка? А там вот эта вот игра выпала. И надо поиграть. Ну, а что дают? Аналоговый хоррор. Поросята. Поросята. А чё вот так поросята? Это новая игра? Пылающие свиньи. Папа, это новая игра? Не, это очень старая игра. Чё? Это вот так. Поросята. А, не, это вообще какая-то логическая игра. Испанская версия игры. Короче, я хер его найду. Очевидно. Просто, короче, давайте попробуем запустить. Там разберемся. Загрузить контент. Блин. Los Tres Perditos. Замошним, считаю, надо. Ну, по идее, да. Но вот, я не знаю. А вы ее видите? Я ее вроде скачал. Но ее тут нету. Но я думаю, что надо реролить по причине того, что я его найти не могу в папке. Ладно, сейчас погоди. Оно не в зипе было. А в раре почему-то.
А почему? А, вот. Ладно, короче, Вот так в наглую Рарвзик переименовать? Ну да, криптография с тобой согласна. ну, бля, я что делать? Ладно, ладно. А. М. Ну да, ну да. Ну, наверное, надо просто так, допустим, экстракт понял. Ага. Хорошо. Может, просто так сможем запустить. Loader. Чего, блядь? C? Но? Ё-моё, она же еще и на испанском. Generic keyboard. О, погоди, а тут как сделать, чтобы у меня custom keyboard bindings? Disabled. C. Ой, Ну короче, как раньше это было, по детству. Проходим игры, не понимая ни слова. Так, ну вроде запустили. Ага. Так, давайте еще со звуком сделаем. Но выглядит смешно. Да. Так. По-моему, Disney Nathan Logiciels Cocktail Vision. Заказ от Диснея, прикиньте. И чё? Уши. Так, пока все просто. Глаза нет. Так. Угу. О нет, он тут. А музыки в принципе нет, да? Опасность. Вот он. Помните Дашу-путешественницу? Покажите ей, где находится проклятый шакал, пытающийся ее сожрать. Да-да-да. А, и вот так вот уровни, да, проходятся? Самые первые скримеры в играх. Господи, это супер детская игра. Ну, Да. почти. Нам охереть как повезло.
Так, хорошо. Блин, а почему музыки нету? Я уверен, тут какая-то прям реально крутая музыка должна быть. Есть. Блин. Ну ладно. Нет, так нет. То это тишкейку. Да. Ну, а чё Антуана? Где? На это тишкейку. Антон, это такая вот странная. Всякие разные вот такие вот задания простые. Типа собери дом с картинок, там, туда-сюда. Тебе-то это, конечно, покажется странным. Ты же фашистов в Вольфенштейне расстреливал уже. Да. Очень чудная игра. Ну, вот такая вот скучная игра, да. Ну, что поделать. Ну, как будто бы надо ставить музыку, да? Согласна. А точнее, аудиокнигу. Понимаю, что должен А делать. в каком из Я сожалею, Вольфичей что он не их знал этого раньше. постреливал? Сегодня, Трёх когда с 7 навыками Вольфенштейнов. высокоэффективных людей можно ознакомиться на русском языке, Каждая часть а владение ими зависит только от вас. Желаем успеха и эффективности. Максим Ильин, Елена Кириллова. С их дочерями. Которые 00-х годов? Не настолько старая. Благодарности. Взаимозависимость – ценность более высокая, Ну. чем независимость. Эта книга является синергетическим результатом интеллектуальных усилий многих людей. Работа над ней началась в середине 70-х годов, когда New я, готовя Order. докторскую диссертацию, изучал литературу, посвященную И успеху, которая там. была опубликована в США за последние 200 лет. Что-то Я Колоссус благодарен многим мыслителям за их и вдохновение и мудрость, Youngblood. и тем корням и Вот эти вот источникам их проходи. общей мудрости, которые пронизывают и питают многие поколения. Я также благодарен своим студентам, друзьям и коллегам из университета Бригама Янга и компании Кови Leadership Center. Я благодарен тысячам зрелых и молодых людей, родителям и учителям, Эти части вроде руководителям не кажутся организаций подходящими и для другим своим детей. клиентам, Впрочем, которые, ознакомившись с материалами этой книги, поделились со мной своими соображениями и вдохновили на дальнейшую работу. Постепенно развиваясь, содержание и структура книги привели Ну, ему всех, норм кто был было. вовлечен в работу над ней, к глубокому убеждению, что 7 навыков представляют собой интегрированный подход к повышению личной и межличностной эффективности, и что ключом к достижению этой Ну, я цели сам в детстве являются не столько сами навыки Quake, по Half-Life отдельности, играл. сколько их взаимосвязь и последовательность Сейчас в он единой Half-Life 2 системе. проходит. Я глубоко признателен Сандре и каждому из наших детей и их семьям за то, что они живут цельной жизнью и с пониманием относятся к моим частым командировкам и работе вдали от так дома. они хороши. Легко проповедовать принципы, на которых основана жизнь твоих близких. Моему брату Джону за его любовь, интерес, проницательность и душевную чистоту. И вроде не касаются Моему отцу, таких моей щепетильных матери тем. за ее преданность, заботу и любовь более чем к 87 Ну, в ее целом, ныне живущим да. потомкам. Моим дорогим друзьям и коллегам по работе, в особенности Биллу Мэру, Рону Касаются. Макмиллану и Лексу Уаттерсону, за обратную Но связь, не поддержку, так, чтобы рекомендации жестко. и помощь в публикации книги. Брэду Андерсону, который более года самоотверженно трудился над созданием программы обучения 7 навыкам с использованием видеокурса. Волк приходит, Под его руководством эти Поросята материалы были опробованы, и хочет их усовершенствованы скушать, но и поросята использованы сидят тысячами дома. людей во всем мире для обучения сотрудников самых разных организаций. Практически все наши клиенты после первого знакомства с этими материалами стремились сделать их достоянием как можно большего числа своих сотрудников, укрепляя нашу уверенность в том, что заложенная в них идея действительно работает. Бобу Тилу за помощь в организации деятельности нашей компании таким образом, что я получил возможность Разнести легко демониагу из сфокусироваться дробовика на это вам работе не над про книгой. ошибки самоидентификации Дэвиду задвигать под Коннелли красивой за информирование сотен картинкой. организаций А, ты о вот про ценности и это. могуществе 7 навыков
что позволило моим коллегам Брайан Ли, Ройсу Крюгеру, Роджеру Мэрилу, Эллу Суицлеру и мне постоянно Всё, иметь поросенок возможность прибежал к нести наши деревянному идеи дому. в самые разные аудитории. Моему проактивному литературному агенту Яну Миллеру, моему коллеге Грегу Линку, для которого не существует ничего невозможного, его помощнице Стефани Смит и Рален Бекхэм Уоллен за их творческое и мужественное руководство маркетингом. Редактору издательства Саймон Н. Шустер за его компетентность и руководство проектом, за его великолепные советы и за то, что он помог мне понять отличие устной речи от письменной. Моим помощникам, как бывшим, Ширли и Хессер Смит, так и нынешнему, Мэрилин Эндрюс, за их необыкновенную преданность. Редактору нашего журнала Executive Excellence Кену Шелтону за его редакцию первой рукописи год назад, за его помощь в проверке и усовершенствовании материала и за его честность и стремление к высокому качеству. Предисловие. С момента тут- первой публикации тут книги деревянный «7 дом навыков такой. высокоэффективных людей» Ну, там мир просто, претерпел типа, серьезные изменения. чутка темно. Жизнь стала сложнее, напряженнее. Она предъявляет к нам все более высокие требования. Мы переходим от индустриальной эпохи к эпохе информации или интеллектуального труда со всеми вытекающими отсюда последствиями. В своей личной жизни, в семье и в организации, где мы работаем, мы сталкиваемся с проблемами и задачами, которые невозможно было себе представить 10 или 20 лет назад. Эти задачи не просто определяются величинами другого порядка, они имеют абсолютно иную природу. Эти радикальные перемены в обществе и мощные сдвиги на глобальном рынке, опирающимся на цифровые технологии, заставляют многих людей задавать мне один очень важный вопрос. Сохраняют ли 7 навыков высокоэффективных людей свою актуальность сегодня? За которым следует другой. Останутся ли они актуальными через 10, 20, 50 и 100 лет? На эти вопросы я всегда отвечаю так. Чем значительнее перемены и сложнее задачи, тем более актуальными становятся 7 навыков. Причина этого проста. Наши проблемы и боль от разочарований являются универсальными и не теряют своей остроты. А решения проблем всегда будут основаны на всеобщих, вечных, самоочевидных принципах, присущих любому устойчивому, процветающему обществу на всех этапах истории человечества. Эти принципы придуманы не мною, я не изобретал их, а всего лишь сформулировал и организовал в последовательную систему. Один из самых важных уроков, которые я получил в своей жизни, звучит так. Если вы хотите достичь высочайших целей и добиться выполнения самых сложных задач, сформулируйте принцип или естественный закон, определяющий результаты, к которым вы стремитесь. Вот, волк уже Исследуйте. деревянный дом. То, как мы применяем сломал. тот или иной принцип, в значительной степени определяется нашими уникальными преимуществами, талантами и творческими способностями. Однако в конечном итоге успех любого начинания Ну, там всегда два приходит благодаря поросенка тому, что уже. человек руководствуется принципами, с которыми этот успех связан. Многие мыслят иначе, по крайней мере, на сознательном уровне. Но чем дальше, тем больше вы будете убеждаться в том, что принципиальные решения коренным образом отличаются от образа действий и мышления, принятых в нашей массовой культуре. Позвольте проиллюстрировать данные отличия несколькими наиболее распространенными проблемами, с которыми приходится сталкиваться каждому из нас. Страх и незащищенность. Очень многие люди сегодня испытывают чувство страха. Они опасаются за свое будущее. Вот теперь Они домик чувствуют делаем. уязвимость на Каменный своем домик. рабочем месте. Они боятся Ага. потерять работу и способность обеспечивать свою семью. Эта Не, уязвимость каменный- часто И за приводит сколько к тому, играть, что люди проходиться? покорно соглашаются на жизнь без риска и на зависимость от других, кажется, как на сейчас работе, так и пройдем. дома. Распространенный ответ нашей культуры на эту проблему — Одна обретение из все быстрых. большей и большей независимости. Я сосредоточиваю Ну, свои типа, мата. усилия на себе и на своем. Я буду выполнять свою работу, делать ее хорошо, а после работы заниматься тем, что по-настоящему доставляет мне удовольствие. Независимость – это, конечно, важная, даже жизненно важная ценность. Но проблема в том, что мы живем во взаимозависимой реальности. И наши наиболее значимые достижения, помимо способностей, которыми мы уже обладаем, требуют от нас еще и взаимозависимых умений. Мне это нужно прямо сейчас. Люди хотят получить те или иные вещи, причем немедленно. Мне нужны деньги.
Потом Я хочу поросятку большой красивый кушать. дом, хорошую поросятки машину. убегают, Я хочу пойти в самый большой, самый лучший развлекательный центр. Мне нужно все это, я этого Один заслуживаю. брат другому брату в дом Современное забегает, общество чтобы дает спастись. возможность получить И сейчас, вот теперь а двое заплатить позже, поросят идут с к помощью третьему брату, кредитной который карты. лучше всех Но тут вмешиваются подготовился. экономические реалии и Самый напоминают лучший дом нам, построил причем каменный. иногда весьма болезненным Первый способом, поросенок был что мы самый не можем ленивый, приобрести из соломы больше, чем сделал способны дом. произвести в настоящий Из соломы момент. просто. Можно, Проще конечно, всего сделать сделать. вид, что это не так, Второй был но как такой, долго нам нормальный. удастся себя обманывать? Ну, как бы ни туда, ни сюда. Современная действительность дерева предъявляет к нам жесткие, дом. А третий был неумолимые самый требования. трудолюбивый, Даже если мы самый будем тяжелый, усердно там трудиться, материалы этого все равно будет прочные, взял недостаточно. дом, построил крепкий. Учитывая стремительные И в технологические итоге вот изменения сейчас они и рост сейчас, конкуренции, будут которому способствует тусоваться глобализация в этом рынков и доме. технологий, мы И, должны не скорее только всего, быть выживут. образованными, Я надеюсь. но и постоянно повышать уровень нападения своих знаний, волка. создавать себя заново. Мы должны развивать свой ум, непрерывно оттачивать свои умения и расширять компетентность, чтобы не отстать. На работе руководство Потом, постоянно если волк подталкивает сейчас нас к сломает погоне дом, за то некуда результатами, бежать. и тому есть Когда серьезные волк причины. съест, Конкуренция жестока, на кон поставлено выживание. Необходимость производить сегодня – это современная реальность, отражающая туда потребности капитала. бежать некуда будет Однако совсем. настоящим залогом успеха является устойчивость и рост. Возможно, вы достигнете квартальных Это показателей, шифр. но основной вопрос заключается Это в том, не дерево, прилагаете ли вы необходимые усилия к это тому, чтобы ваши сегодняшние успехи сохранили свою тут устойчивость дерево-то растет, и возросли ничего через страшного. год, Ну, это же не 5 часть и дома. 10 лет. Наша культура и Уолл-стрит требуют немедленных результатов. Почему? Однако принцип баланса между необходимостью удовлетворять сегодняшние требования и потребностью инвестировать в развитие способностей, которые позволят добиться успеха завтра, обойти невозможно. Кто? То же самое верно и в отношении я вашего думаю, здоровья, что брака, дом построили, семейных хороший отношений дом. и потребностей сообщества, к которому вы принадлежите. Обвинение и виктимизация. Касса. Сталкиваясь с той или иной проблемой, мы часто стараемся найти объект для обвинений. Ну, типа Люди теперь, привыкли брать на себя роль жертвы. Если бы мой начальник не был таким идиотом и не контролировал каждый мой шаг, если бы я не родился Сердо, таким поросенок, бедным, наверное, написано если бы на я жил в испанском. другом Вы месте, выбрали поросенка. если бы я не Всё унаследовал такой характер от своего Лобо. отца, если бы мои дети не были такими непослушными, Лобо это на испанском, если бы видимо, другой волк отдел не путал означает. заказы, если бы наша отрасль не находилась в таком плачевном состоянии, Флор, это если бы наши цветок, сотрудники не были такими ленивыми и вот, безинициативными, цветок. если бы моя жена проявляла побольше Пожару. понимания, Пожару. если бы. Мы привыкли обвинять в Да, своих это проблемах всех и вся, Вот и это пожару. приносит нам временное облегчение. Но такая позиция одновременно приковывает нас к этим самым Да, проблемам. Покажите мне человека, который обладает достаточным Вот смирением, он, чтобы вот он. принять на себя ответственность за то, что происходит в его жизни, Пикассо. и достаточной смелостью, чтобы проявить инициативу, Микаса необходимую для Сукаса. творческого О, преодоления пришел своих проблем. волк. И я смогу показать А, вам, ни хрена он какова вошел в действительности им всё сила хана. выбора. А, все, Чувство его безысходности. подожгли. Обвинения порождают цинизм и безысходность. Если мы начинаем верить в то, Всё, что скушали являемся волк. жертвами обстоятельств, Он упал и сдаемся, через принимая трубу в этот концепцию котел, детерминизма, ему щас мы теряем надежду и упорство. сварят суп. Мы смиряемся с Из бомб. судьбой и перестаем развиваться. Я пешка, марионетка, Всё. винтик механизма, и ничего не Потом могу с этим одежду сними. поделать. Просто скажите мне, что Всё, я должен победили. делать. Поросята Подобная волкоеды. позиция характерна для Герц. многих способных и даже талантливых людей, а ее результатом становится глубокое разочарование волкоеды. и депрессия. Реакция массовой культуры, направленная на выживание, довольно цинична. Нужно уменьшить свои ожидания до такого уровня, чтобы никто и ничто вас не разочаровывало. Однако истории известен и противоположный подход, основанный на принципе роста и развития, и позволяющий человеку осознать, что он сам является творцом своей жизни. Недостаток жизненного равновесия. Да, еще другой есть. Жизнь в нашем обществе мобильной связи становится все... Так. Окей. Это мод на TurboGrafx. Жду жесткий шмат. TurboGrafx. Я, кстати, TurboGrafx ни разу не играл.
счастливая монетка. Слеза козла не даст. Сломанный револ. Гигантское благословение. Ать, хорошо! Перекат. На текущей платформе можно реролить игру за плюс игру на любую из непройденных платформ. Не работает на последней платформе. Ну, кстати, неплохо. Неплохо. Не так уж и плохо. ТГ-16. Блин, сегодня столько платформ прошли, охуенно. Блин, как он там назывался этот? А, я тут даже название не поменял. Los Tres Cerditos, Cerditos, Perditos. Перекат. Так. Три поросенка. Поросенка. Детская короткая игра. Ну шо, TurboGrafx. TurboGrafx. Всего лишь 823 игры? Так мало? Ну, если их было мало, значит они охуенные были. Я надеюсь. Да вы оптимист, сэр. Да. Ортайп, бля. Лига справедливости, величайшая семерка. Так. Спортивный симулятор. Это футбол. Величайший 11G. 11? Ну да. Ну, у меня, да, с цифрами беда. Я ж гуманитарий. Не, как бы по правилам игра является спортивной. Можно реролить. Реролл игры, так что спокойно. Ну, типа, насрать. Изи. По правилам реролим. Нормально. Честь есть. Тарелка кама. Моторайдер. Секси айдол, блин. World Heroes 2 TurboGrafx. О, нихера, это файтинг. Так. Все концовки. Ну, я Файтинг круто. думаю, я думаю, Фафайтинги. да. Ну, я думаю, за любого героя пройти. И нормально. Так, World Hero. Быстро можно пройти. Да, вполне. Да ну, файтинг это же весело. Почему фу?
Так, TV Games.ru. Ясно. Нихуя. Много весит. 284 Просто мегабайта. я в них очень хорош. На поединках со мной росли чемпионы. О, круто. М. Блин, как же это, по идее, сыкотно вот так вот искать игры на креатору. GameTruck. Так, Ром. Груша для битья. Понял. Название меня что-то парит. ПК Engine. После просмотра рекламы. Ну, вот это уже другое дело. Так, окей. Яндекс Диск. Так, тогда теперь мы ищем эмуляторы. Так, на Мессене можно запустить TurboGrafx. Заебись. Все. Тогда ждем, когда он загрузится. Так, кстати. World Heroes 2. TurboGrafx 16. Неохотно народ заглядывает, пишет. Неохотно народ заглядывает, пишет. Как это? На стрим? Холли Дайвер, Несс. Холли Дайвер. Куда рекламирует? Антон, вот такая вот игра есть. Ну я имею в виду, что не заходят особо. Ну, блин. Так, сиди. Вспомнить, какие тут философские беседы в рандомные дни. Да. Ретро-арч тогда. Так, TurboGrafx. А тут нету TurboGrafx. Pico Drive. Ну, не знаю, как будто бы подойдет.
Sega CD, Sinclair. Ну тут, кажется, нету. Тут, кажется, нету эмулятора Amiga. Так, TurboGrafx. TurboGrafx. Кека. Витатрика. Так, Turbo Graphics CD. PC Engine. Так, погоди-ка, PC Engine, походу, должен запускать? Или че? NEC PC Engine. Так, подожди, давай-ка еще раз попробуем. CyanoGen в Японии выходил. А, В Америке TurboGrafx. понял. Все. Тогда PC Engine нам нужен. Вот только что он не запускается? Или долго ждать надо? Ждем-с. Да, всего лишь подождать надо было. Так, хорошо. Так. Мировые герои 2. СНК, АДК и Хадсон. Конфигурация. Нормал. Похуй, давай на изи. Exit, Game Start. Так, есть Россия. О! K-Dragon. Но это не Россия, это Кит. О! Распутин! Берем, блядь. Normal Голос game. диктора, скандирующего название, прям как из глубины качалки. Ахахаха. Распутин, ребята. Пираты? Сакид. Распутин. Ебать, я Распутин. Азиатский. Я где-то видел этого персонажа. Нихуя он Распутин, там. серьезно. Капитан Кит. Ну, Капитан Кит. Motherfucker. Fuck you, fuck you, fuck you. Ебать, он не ебет нахуй. Бля. Как это язык высунул. Нет бонуса. Жесть. Что с уроном? Да блять! На. О!
пиздец! Ебать! И это легкая сложность? Continue. Блять, ну что ты сказал на... Чё жестко. А не. Погоди-ка. Бля, имя Брокен. Видимо, аркадка какая-то. Бля, тупо офицер СС Германии, нахуй. Матман. Брутин. Не, давай еще раз за Распутина возьму. Как-то хочется, ну, своих вытянуть, так сказать. Так, Россия, ёпта. Сейчас, погодите. Управление. Угу. Курки тоже задействуются, оказывается. Хорошо, ладно. Блять. Ваш Аберфельдфибель, Брутин. Своих вытянут лал-лал-лал. Да блять. Да пиздец, он ебанутый. Хуй пират, блять. Блять. Палец нам показывает. Нихуя. А блок сегодня выйдет поработать. Хуй ты танцуешь, пизди его, Как блядь. два пальца типа. Ебать копать. Не, что-то он ебет прям. Бля, он башку мне раскроил. Не, ну Распутин вообще не вывозит. Чё-то не быстро файтинг, думаю, пойдет. А на Ладно. харде он как? Да на харде он, наверное, просто меня раком загибает и ебет в жопу. Ну, я думаю, примерно так происходит. Ну, а как еще? Если он так вот на изи меня ебет, то что происходит на харде, я не представляю. Кей-дрэгон, ну давай. Кей-дрэгона возьмем. Сейчас научиться бы как драться. После с нового Распутина возьму. Инстакил из комбов на расстоянии начинается. Типа Брюс Ли. Но Брюс Ли. Блять, а он быстро, кстати. Ну за него я хотя бы вот бью его, блять. На. Бля, почему Распутин намеренно такой слабый сделан? Охуеть. Ву-ву. А чё? Да, будь здоров. Ну Распутин так, то себе персонаж по истории. Да. Нихуя себе камбуха. Нихуя. Аграфа, аграфа, аграфа. А графы нет у нас. Все, по ебучке получил. Ну нормально, он так всю царскую семью на бабки разводил. Да. А царская семья такая тупая, что вводилась. А граф, видимо, на ПК играет. А! Ебать, он меня просто за живот схватил и выкинул. Аграфа. Аграфа, ебать.
захват за кубик и кинул. Пиздец. Но. Это всего лишь первый враг, а он нам так разъебывает. Джанна Фенсер. Профессия Фенсер. Фенсер? А что такое фенсер? Фенс, я знаю, что это забор. Она заборница или кто она? Ладно, возьмем заборницу из Франции. Заборная девка. Заградитель. Заградитель, да. Хуя она заградитель такой. Блин. Типа фехтовальщик. Ух ты. Класс. А, да, прикол. Тарелочница того времени. Ага, графа. Хуй ты там исполняешь, чмо. Сдохни, блядь. Лежать, сосать, нахуй. Вот так. Смейся над этим. Подзаборница. Подзаборница, да. Ах ты мразь, ах ты мразь. Блять, за сиську схватил. Да вот этот его захват ебать имбовый нахуй, не кажется? И это нихуя. первый только. Да, это первый. На нахуй, лежать. Что там дальше будет? На, блин, захваты жестко работают. Все, победа. Заборница победила. Моя борьба. Привет, енот. Так, теперь мы в Америке. О, Джей Макс. Окей. Охуеть. Здоровяк, ебать. На дерьмо. Ну, у меня тупо меч. Что они могут сделать? Нихуя! Ай-яй-яй. Ебать, тихо. Ты чё, Против активировался? бабы с мечом трудно вывести. Да блять, он просто пнул меня. Кнул. Все честно, у него кулаки, у тебя меч. Пинаться нельзя. Да блин, чё он творит-то, пиздец? Футболист хуев. Обалдеть. Ее деньги – это ее, а его деньги тоже ее. Да. Интересно, что он там говорит. Снимак и эту. Викинг, Эрик, ебать. Профессия викинг, ебать. Профессия викинг, ребята. По профессии вы кто? Викинг. А, выступаете на детских утренниках в костюме викинга? Понимаю. Доги Магнум. Доги Не Магнум. зря учился 5 лет на викинга. Да. Диплом даже есть. Нихера. В высшей скандинавской школе грабежа и разбоя выучился. Да. А можно какой-нибудь прием, пожалуйста? Бегам боблев. И... просто такие. А? А то Обеликс папа не знает, какой-то. что делать.
Почему щит не использует курицу? Вопрос хороший. Блядь. Вот, использую. Да, блин. Абелов. Вот, блин. Да ёб твою мать. Да умри, лоу! Да у него хп нету, типа, там пиксель остался у него. Жесть. Видели ли лицо Эрика, какое оно было? Жестко. Шура! Мотай. Из Таиланда. А? Этот футболист просто имба. Ластова их спасает. Давай вот это возьму. Я кто? А, это мне дают. Ага, понял. Да нихера себе. Но у него простые типа. Ходулюхин. Да, ну, Ходухин у него простой. Просто вниз, вперед и получается Ходухин. Вниз вперед классика. Но. Все нормально. Это у него кожа такая темная, точнее прям черная, или или у него там типа какая-то кожная подкладка под униформой. Да он просто из тьмы соткан. Да. Или у него там кожа. А, он типа БДСМщик. Нормально. Ну, имбовый персонаж, да. Очень имбовый. Чрезмерно имбовый, я бы даже сказал. Так, что дальше? О, Таиланд. Шура. Это все Распутин сделал. А так видно, он просто смуглый. Нихера. Сакер панч. Нихера себе, чел. Я вообще-то здоровенный хер. Нифига он. Да жесть, что делает. Да он намного быстрее меня. Твой Ну, вес против тебя играет. Но... Нихуя, и он улетел просто. На, подловил его. Блюдо лежать. Нормально. Чисто под Чапалов пришел. Да ёб твою мать. Да ёб, чел. Да чё творит? Чё творит, сукин сын? Вау. Вот это он раздает, конечно. Так. Сильный дрыщ. Жесткий, да.
Фума Нинджа. Ну, давайте японцев брать. Ханзо. Мародер. Это монгол, что ли? Джейк Харн. Ну там у него чисто одни мышцы по тонкий каркас. Блин, тут есть офицер. Военный офицер из Германии. Да, тупо как ваш, блин, я его взял. Ладно. Ну посмотрим. Надеюсь, он Зигу кидать не будет, иначе пиздец будет. Бля, прикиньте, он просто Зигу кидает. А, он киборг, ебать. Кинул скрытно. Дхалсим. Вы прикиньте, какая у него Зига будет безумная. С такими-то руками. Охуеть, он просто в натуре до солнца достанет. Ну, с такими руками имба, конечно. Никто не... Кочка выходит, да. Ракета. С такими руками и девушки не нужны. Ну, киборг Германии победил. Там кошка, он упал. Это пугается кошка. Ну, так просто. Тут дяденьки дерутся. Бонусная игра. Ну, он, видимо, думал, что мы не сломаем, и стоял, смеялся, а мы сломаем. Так, кто это? А. Да он лох. Вот там дед в шоке. Да. Нет, это викинг. Это, по-моему... Блин, нет, в Шотландии, по-моему. Ну, потому что... викинг. Да, блин, ну нихера себе. Да, ну обалдеть, а он просто в воду пускает. О, нифига. Он туда такой. Да, блин. О, нифига. На. У него там не пузо, а одна главная мышца. Нифига соплекс тему сделал. Ёб твою мать. Ха. Блин, тема трусиков не раскрыта у него. Ой, я чуть не просрал. Я забываю continue нажимать. Так. Ну, давайте возьмем аниме. Аниме-тян. Рёко. Королева дзюдо. Дзюдо Квин. Дзюдо Квин. Вот это я ему дал пощечину. Нормально аниме-тян. И сиськи трясутся. Это девчонка.
Одежда, да. Это просто такая у нее одежда. Она типа девочка, поэтому у нее розовый цвет. Ну нихера ты машешь, чел. О, ты мне еще заморозил. Ну ладно, что-то разозлился. Хера он там. Ну нихера. Да я ничего не могу сделать, буквально. Она не умеет стрелять, типа. Она просто дерется. Может умеет, но я стрелять не умею. Она более сложный персонаж оказался. Так, теперь давайте берем. Аниме мы брали. Вот есть странный такой духовный воин. Грязевой человек. Мадмен. Странно он пальцем делает, конечно. Тиктокер. Он все время танцует. Поэтому это тикток. Тектоник. Тектоник. А? Ну, это вот такую вот здоровую маску носит человек. Типа туземчик. Это типа по своим правилам человек живет. Нифига, я ему настучал. Ну здрасте, блин. Да, ну конечно. Тыгодок на пальчиках. Он прикольный. Ну давайте искать дальше. Давайте возьмем сейчас Ханзу. Иго Нинджа. У него профессия Иго Нинджа. Вот это разъёб. Ниндзя клана Иго, исповедующих путь Игорю. Это Россия есть, да. Там очень странный человек есть на России. Распутин его зовут. Ну нихера ты не Игорек, схватил. хватит нести херь, иди работать. Нифига там. Сюрикены жесткие полетели там. Ой, ёпта мать. Ну он что-то у нас сейчас. На дерьмо. Вот что-то, если вот 2 раза вниз вверх сделать, то он запускает вот эти вот супер сюрикены. Ну ладно, будем иметь в виду. Блять, я опять его выбрал. А назад никогда. Ладно. Ладно. Давай-ка сейчас его попробую.
Да блин! Молот Тора, нихера себе! Это ульта была, что ли? Ядри. Фурюха! Нихуя себе. Фурюха. Фурюха. Блядь. Ой, бля. Ну я вроде бы научился играть. Возьму Распутина снова. Будем наши подтягивать в этом турнире. Колдун, Соркер. Волшебный тип. Розовый цвет. На нахуй. Ебать. Блять, я не пиздец. Да охуеть, блядь, чё? Пизда. Так. Да, блядь. У него есть какая-то ульта. Я там что-то сделал такое странное. Какой-то шар я пустил супер жесткий. Во-во-во, что-то опять. Да блин, ну топор его дерьмо, конечно, пиздец. Сверху донизу просто бьет нахуй. Огромную площадь берет просто. Капец, имбовый удар, конечно. Садик, Владик, Fire. Да, пизда. Блядь. Взять бы его на захват, этого ублюдка. Садик Уфаи. Нифига! Видели? Нихера, что я с ним там сделал, блядь. Выдавил как собаку. Блядь. Пошмякал чисто. Но. Да ебать. Нормально. Ладно. Сейчас разберемся.
Да блять, ты ебанутый? На нахуй, ебать, блять. Ебать, он не успокоил. За лицо взял и уебал об землю. Нихуя себе, вот это вот видели? Прикольно сейчас было. На нахуй. Жмяк-жмяк. Пяточка его. Чё за... Бля, Распутин веселый парень, походу, блядь. Абасте, ебать. Ладно. Сейчас разберемся. Сейчас за мастером Распутина. Normal mode. Эрик. Ебучий. Да. В итоге разъебывают, пиздец. А все началось с фразы «Да он лох». Да, Эрик дает прикурить, пиздец. Да блять, ты когда-нибудь попадешь этой хуйней? Я вот все хочу эту ульту использовать, но не могу, блядь. Ну что-то как-то для изи сложности они больно мощные, пошиблись и поменяли местами. Ну, так, левый аналоговый стик. Вверх. Давай-ка аналоговым стиком вниз. Влево, вправо. Все, ёпта. Погнали, бля. Да пизда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да как ты умер-то, блядь? У меня так мало хп было, что ли?
Да пизда. Блядь. Пиздец. Да получай. Бля, как ты заебал, ей-богу нахуй. Охуеть. Я его чисто рукопашкой пытаюсь взять, но, блять, не могу нахуй. Да бля. Ну сделай же, блять, сука, магию какую-нибудь ебанутую, ну пожалуйста. Охуеть. Ой, ну конечно. Бля. Долго. Блять. Что? Что? PlayStation, да. Хаяв ты? Не знаю, мы сломали, видимо. Ну а что тогда? М? Да я не знаю. Ну мы реально в изи моде играли. А тут вообще есть аркад. Пизда, блядь, я пропустил нахуй континью, бля, заново теперь все. Ёбаный рот. Ну, сейчас нас выебут хорошенько. О боже. Ну, это действительно хорошо. Зададим этим наглым ботам перца с новым прогрессом. Ну да. Короче, нахуй Распутиным. Пиздец бесполезный персонаж. Вообще невозможно им играть. Вот этого мы еще не брали. Задонатил 50 рублей и говорит челлендж по игре Into the Breach. Если выиграешь 3 раза подряд на средней сложности, 3 первыми сквадами 10 копеек. Примерно проходимо за 3 часа. Into the Breach. Давай. Не ругаться. Хорошо, постараюсь.
Выглядит любопытно. Что-то с роботами. Да, Into the Bridge крутой. Ладно, пошли Into the Bridge играть. А как свернуть, развернуть? А, прикольно, я просто игру понял. Понимаю. Так. Быстрое меню. А как поменять, блять, разрешение? Извиняюсь за мат. Просто такая, типа, по идее, базовая штука, которую... Alt, Enter, понятно. Ну, хорошо. Так. Into the Bridge, значит, да. Ну, категория Into the Bridge No Status Challenge 10-3 победы подряд. Окей. Ну, я думаю, экран менять не будем. Здесь же и останемся. Здесь просто напишем... А что там выдают нынче в Epic Games бесплатное? Ну, какую-то две прикольные игры, по-моему. Сейчас покажу. Так. Вот какой-то кейлокер. Пошаговая киберпанк. Turn-based киберпанк экшен. И пилигримы. Вот так вот. Пилигримы мило выглядят. Угу. Надо добавить. Угу. Там что хорошо, еще нет региональных этих ограничений. А что там? Понятно.
Новая игра. Медали за победу. Ну, гости из будущего самые нормальные, насколько я помню. Пушечный мех, ударный. Я давно не играл, поэтому я хз. Мех невосприимчивый здесь дыма паутины, дополнительно 2 очка ОП за убийство врага, не знаю, так. Мех может проходить сквозь множество юнитов, мех начинает каждый бой с щитом. Усиленная броня меха снижает получаемый урон от оружия урон на 1. Аба и сам. Ну, давайте, наверное... Блин, вот Аба и самое прикольное. 2 ОП за убийство врага. Не знаю даже. На новом профиле. Человечество уничтожено. Угроза веков неотвратима. Задание провалено. Открыть переход. Пришло время вернуться назад и начать все заново. Если выиграешь 3 раза подряд на средней сложности. Как это, если выиграешь 3 раза подряд? Просто 3 раза бой выиграть? Или как вообще? Недоступно. На этом острове музея воспроизведена старая земля в том виде, в каком она существовала, пока поднимающийся уровень воды чуть не смыл все человечество. Директор Дьюи Алмс. Ландшафт умеренный. Сканер угроз веки такие. И лидер какой-то крокозябра. Мы делаем все возможное для защиты беженцев, но без вашей помощи с веками нам не совладать. Мы поддержим вас с помощью наследия Старой Земли, где сможем. Это симулятор боя, где будущий командир учится новым управлением, основам управления мехами. Хотите запустить симулятор? Ну давай. Вспомним. Вражеская активность под угрозой. Осталось 7 ходов. Энергосеть. Угу. Ага, понял. Что это за тень? Угу. То есть плюс 2 опыт, плюс 2 опыта, да? Насколько я понимаю. Окей.
Угу. Угу. Все, понял. Это победа, мы все в порядке, ничего не сломали. Нормально. Спасено мирных жителей. Все, понял. Угу. Ядерный реактор используется для улучшения мехов. Мощность улучшает состояние энергосети. Если состояние энергосети упадет до нуля, вы проиграете. Репутация позволяет покупать различные предметы после освобождения острова. Так. Угу. Понял. А, у него много хп оказывается. Так, допустим. Угу. Так. Но он вроде должен загореться и умереть. Ага, слава богу. Ладно. А, это товарищи авиаудары, которые наносят.
паршиво. А, он не может сходить. Сбросить ход, точнее. Вот такая вот сложная игра, да. О, окей, победа. Энергосеть, защита. Обнаружено защитить ракеты со спутниками. Гости из будущего мыслят темпоральную капсулу. Капсула, нам нужно то, что внутри нее. Темпоральная капсула. Об этой капсуле
В этой капсуле может оказаться оборудование из будущего. Вы можете подобрать капсулу с помощью меха или просто защищать ее до конца боя. Окей. Что-то темпоральную капсулу спасти никак нельзя. Как будто бы. Ну, допустим, схожу сюда, выстрелю сюда, он отлетит сюда, это ломается. Потом этот чел получает урон от него. Ну, блин, жижа какая-то. Ну, в принципе, один урон он вытерпеть может. Ну-ка. Один урон он вытерпеть может, поэтому... В принципе, вот так сделать.
Эта игра по духу похожа на survival horror с упором на то, что один фатальный ошибочный ход может заруинить мощный билд. За это я уважаю эту игру. Она прикольная, да. Окей. Темпоральную капсулу не защитили. Ракета идет на старт. Окно здания потеряли. К сожалению. Окей, пойдет. Пойдет. Увеличено здоровье на 2. Круто. Реликвия эпох. Пох. Убейте не меньше 7 врагов, защищайте объект. Эта клетка станет вводной в начале вражеского хода. Ну нихуя. Как будто бы можно сходить сюда, дать ему пизды. Но сначала схожу так и выстрелю вот так. Потом схожу сюда, дам пизды ему. Потом схожу сюда и дам пизды тебе. Отлично.
Угу. Так, до свидания. А как бы так? Отменить движение. Не, ну как бы только так и остается делать. Нормально. Блин. Надо было как можно больше народу убить. Ай, блядь. Погоди, воевать. Тупанул. Ну я хуй знает, как с ним. Ну, в целом, может быть так. И один хуй получается, что он выстрелит в этот дом. Бля. Ладно. Хуёво, но хуёво.
Задание устояло, нифига себе. Здание, точнее. Круто. А, хуйня. Они всего лишь в нас целятся. Вот, допустим, я его сюда. Нормально. Резервные батареи. А, заблокировать появление века в 3 раза. Бля. Что-то я не заметил. Сейсмическая активность. Штаб корпорации. Уничтожь шершня лидера, защищайте объект. Регион уничтожен веками. Бля. А в чем заключается челлендж? Надо зачистить континент 3 раза стартовым отрядом. Но пройти... Ну, 3 раза победить, он сказал просто. Что он имел в виду по 3 раза победить, я хуй знает. Ну, 3 раза победить игру, блять. Хуй знает. Ну, как будто дохуя, конечно. Так. Тремя первыми складами, конечно, на новом профиле. С нулевым прогрессом. 3 первыми складами. Тремя складами. Слева направо, сверху вниз. Блин, я до него никак не выстреливаю.
Ебать. Бля, он сломан, нихуя. Пилот погиб, ебать. Ну, как будто бы пизда. Все. ГГ. Как-то прям резко и нежданно-негаданно. Угу. Кое-как выжили, блядь. Бал смерти храбр. Потратить репутацию. О, вот это прикольно. Реакторные ядра. Понял.
А пилот? Пройди один остров, который расхлопил за ржа. В будущих играх вы сможете посещать доступные острова. Ничего. Доступна энергия. А, типа для всех, что ли? А, нет, не для всех. Урон +2. А, тут 2 надо. Понял тебя. Все. Ну ладно. Да, айдаром бетонировать! Отложим обсуждение того, где вы добыли столь мощное оружие до момента, когда вы закончите его использовать. Бля. Защитить терраформу. Понял вас. Ай, блядь. Уничтожает все формы жизни перед собой. Нихуя. Блядь, да ну нахуй. Он таранит, оказывается, а я не понял.
А, он взрывается. Ебаный рот. Да хули вы все взрываетесь, ебать. Да пиздец, блядь. Охуеть можно. Все взрывается. И как тогда вообще, ну, что делать-то? А, блядь, я понял, что я мог сделать. Ну, хотя терраформер же есть, кстати. Ну, блять, это лучше, что я мог придумать. Но я только позже понял. Еще не один. Уравнитель. Защитить континентальной бомбы Ренфилда.
Он же в воду... Он же просто в воду улетит, да? Я правильно понимаю? А как я так к ним сходил? Ну-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Да, прикольно. Какой-то жесткий. Окей. Уничтожить 2 горы. Ну, блять.
Блять, он... Сука, что-то я не подумал о том, что он этот дом зацепит, когда взорвется. Что-то я как-то хотел использовать взрывы против них, но все пошло не по плану. Уничтожить 2 горы. Оу. Так, убейте не меньше 7 врагов, защитить уравнитель, защитить солнечную электростанцию. Тогда 2 энергии будет. Надо сюда. А, вот еще стоит. Ёбаный
стоит. Ну вот его надо сразу убивать. Так, это вот так сделаем. Этим мы ходим, делаем. Так. Этим ходим. Делаем. Вот так. Нормально. Ну как будто бы... Тут вот так. Вот так. А тут как будто бы просто терпеть надо. Блять, да блять, ёбаная сука, ну почему так-то, блять, ёбаный рот. Да ебаный рот. Да ёбаный рот. Ну ёбаный рот. Какой же ёбаный рот. Ну это просто ёбаный рот. А что это такое? А.
Но этого я ударю, он умрет. А вот это-то как остановить, блять? Полная хуйня. Конечно, не проиграю. Пока что. Но он обязательно будет в следующем мосту. Ой, блядь, и этот хуев пес проблемы создал, блядь. А как? В принципе... но это еще пизжа, да? О, это еще пизжа. Заебись. О, классно. Ой, блядь.
ГГ, блядь. Все. Он на один удар, да, против? Да. Ебаное говно, блядь. Ну все. Челлендж кончился. Так. Чего? Вы стараетесь поэтому, чтобы сделать челлендж интересным, не таким душным, дать окно для вашего освоения игры, дадим вам еще одну попытку, плюс уникальную возможность досрочно закрыть прохождение. Вам разрешено завершить игру на финальном острове. Жестко, но выглядит действительно любопытно. Но игра хорошая. То есть на одну победу. За этот сквад. Ну, 3 раза победить, конечно, ебатория какая-то. Полная ебатория. Финальный остров после 2 островов. Периметр жара. Черный остров. Понял. Понял. После победы 2 островов последний открывается. Понятно. Но остается только хотя может так.
Дополнительное оружие. Так. Семь врагов. 2 горы надо уничтожить. Да бля. Что-то я эти условия проебал. А, я вижу, куда он целится. Нормально. Но нихуя не сделано. Нихуя не получено. Блять, блять, блять. Землетрясение. Нахуй. Что-то землетрясение трогать неохота вообще. Очень неохота. Уравнитель. Странная штука. Непонятная. Не понял. Как эта херь работает?
Так. Просто расширяет квадраты. А, светляк. Так. Так, допустим, схожу сюда, толкну его сюда. Хотя, погоди.
Ага. О как. Чуть не помер. Вот, это уже хорошо. Так. Превратить лук снова в пустыню. Как это? Луговые клетки в песок. А как это сделать? А, терраформером. Терраформерством. А, бля, пизда, я перепутал танки, нахуй. Ой, блядь, я их перепутал. Я, точнее, почему-то, блядь, почему так-то, нахуй? Это пизда, это просто пизда. Вау. Я просто ебал. Ой, блядь, как же так, сука, как же так, блядь, какая же моча. Вот, конечно, да. Какая же просто хуета. Ну я как
ебаный долбоёб просто поставил вот эту хуету сюда, этого сюда и пизда. Вот чисто из-за этого сейчас энергию проебу, энергосеть. Вот чисто поэтому. Потому что, ну, долбоёб. По причине долбоёб. И хули мне делать? Он же выстрелит, и этот не сможет стрелять? Или как? Не понимаю. Ладно, посмотрим. Он сразу выстрелил сюда. Только так случилось. Понятно. Блять, ну, под ног хп есть у терраформера. Он в этого стрелял. Все, слава богу. А то я что-то думал, плохо дела. Луга имеется в виду вот эти, что ли, зеленые? Это лук? Ёбаный рот. Я не успел превратить луга в пустыню. Так. Я не понял, что такое луга. Я думал, это такие вот
маленькие эти хуёвина. Заблокируйте появление веков 3 раза. Ну, нормально. Так, капсулу обязательно забираем. Вещь слишком имбовая, чтобы его игнорировать. Так, как бы так выстрелить-то? Ага, ну ладно. Окей. Ладно, не так уж и плохо.
А что я тут сделаю? Ну-ка еще раз. Ну да, тут... Тихоокеанский рубеж. Да, Тихоокеанский рубеж. Это он. Так, а если я... Блять, ну как будто только сюда мне стрелять. Что тут такое в голову как раз приходит, да. А если я делаю вот так? А он тогда... Ебаный рот. Сколько я... Ну и хуй-то, блядь. То есть предыдущий ход, что я делал, это был лучший вариант из того, что я мог сделать в принципе. Ебаный. Моча. Тяжелая ракета. То есть это так работает. Выпускает заряд, который наносит большой урон по цели, толкает объекты в соседних клетках. 3, нихуя себе. Применение забоя 1. Ну что ж. Чё? Не подходит класс на танк? Переставьте, тогда штраф исчезнет с реактора. Немного неправильно поставил оружие.
А, он по прямой стреляет. Курим. Ну, тут я реально хуй знает, что делать. Этот чел просто на старте начинает офис ебать. Хули я тут сделаю, блядь? А? А чё за ебала? А чё делать-то, блядь? Тут вообще ничего не сделаешь. Ну, я честно хуй знаю, что тут можно сделать. Ну, допустим, сюда передвину этого бойца. Но этот сейчас вот 2 дома снесет нахуй. И тоже здорово, считаю. А как я с одной энергией дальше продвинусь? Вау, это сильно. Ну, может быть... Если сделаю так... Не, это один хуй полная хуйня. Бля... Не, как ни посмотри, везде моча. Вот если даже я убиваю этого хуесоса, то ничего не получится. Такой пазл. Кэтурч. Блядь, ветрок.
Нихуя. Здание устояло, ебать. А как нахуй? Ой, блядь. Боже, как он заебал. Ой, бля. Yes. Хорошо поиграли. Так. Может, ебать, окно откроется? На full экран, блять. А где тут вообще эти ходки-то? Бля, такие обычные вещи не может... Alt-Enter. Господи. Ну что там? А почему она на паузе? Не ударили босса и просто завершили ход. А что бы это изменило? Он бы дом разрушил. Однохуйственно. Я его бы ударил, он бы отлетел на соседние дома и их бы захуярил. И все. А что дальше? Ну дальше нихуя. Там не было выигрышного варианта. Чисто потому, что я оружие не тому танку отдал. Чисто поэтому. Так. Вот он. Еще одна попытка. Ну я хуй знает. Боже, какая же калечная хуйня. Попробуем посмотреть, как на харде боты бьют. Так. Ой. На харде как они бьют? На харде не весело бьют, наверное. А, мы думали, ты файтинг. Ну еще один шанс дает.
Защитить солнечную электростанцию. Заблокировать появление объектов 3 раза. Ну как будто бы просто. Ладно, спасибо. Ебать, он наглый. Он просто ко мне в упор подошел. Да охуеть. 2 дома снесет просто. 3. Ну класс. Давай сначала. Сегодня твой якутский коллега стримил с мамой. А ты бы стал стримить с кем-то из родителей? Кто стримил с мамой? Интересно. Не думаю, что стримил бы с кем-то из родителей. Курау Шестен. Хрен. Усложненный вариант сделал? Разве? Да блять. Если родители с пониманием, то, наверное, одно удовольствие бы так стримить. С 3 наградами. Ты это имеешь в виду? То есть с 3 наградами это усложненные карты еще. Я бы постеснялся. Ну да, такое себе.
Мегабаф без провалов и всегда пройти. Ну, что это такое? Почему так? Сейсмическое землетрясение. Нихуя себе. Тут, скорее, дело в здравомыслии, чем чувстве стыда. С одной наградой. Эдди 9 аркейк 1 ватт 1 поясни. Что дает тряска карты? Клетки падают. Ты сейчас так сделал, пошли волны. Не, это и не я делал. Это события в карте происходят такие. И трогаясь опасно чужим людям показывать своих близких. Всякое бывает. Ты выбрал опцию и нажал «Да». Разве? Нет. Блять. Как будто вот так будет лучше. Эдди 9 аркейк 1 ватт 1 непонятно. Кто захочет тебе навредить и без стрима вычмслит, кто твои близкие. И трогаясь просто стрим это упрощает. Бля, до этого хуесоса надо как-то добраться.
Эдди 9 аркэк 1 ватт 1 тут скорее кринж. Это как бухать со своим батей. Но тут соглашусь, да. Это может быть странно. Этрогу во сне лишено рационального зерна. Сука, и как мне вот с этой хуйней справиться? Он же один хуй сейчас сломает это дерьмо. О, ты собаку убрал. А, ты только сейчас понял? Ну да. Собаки нет. Собаки вызывали чувство уюта. Все друг другу собаки. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. В псарне неуютно. Боже мой, как заебало. Он же взорвется сейчас. Так мы через дворы переговкиваемся. Вот с этим чуваком ничего не сделаешь. Буквально он гарантированно ебашит это здание. Просто гарантированно. Вот это чмо, блядь, все время убегало нахуй. Вот с ним тоже нихуя невозможно было сделать. Хуй что сделаешь просто. Ну, хотя бы. Видели ролик, где собаки неистово лают друг на друга и бросаются на ворота. Но как только ворота открываются, то они тут же расходятся, как ни в чем не бывало. Да, было такое. Такое я видел. Ну да, хуй. Хуй называется. Ну давайте. Не убивайте гремучего века. Защитить терраформ, превратить лук снова в пустыню. Да как будто лучше это брать, чем вот это, блядь. Чё за гремучий века? Это ж хуйня полная. Блядь, я кого-то там не должен убивать уже в начале. Пиздец, душное дерьмо. Так, ну вот с этим можно работать.
допустим, сюда поедем, заблокируем, стреляю, он отъезжает сюда. Это да, Подхожу маяком. максимально потешное. Потешно. Да вы что, издеваетесь? Так. Ну хуй знает, как будто терраформером надо заебашить этих. Вот так. Вот так. Вот так. В этой игре нужно столько моментов продумать заранее, кого толкнуть на ход вперед, чтобы он позже попал под катаклизм и при этом самому не вляпаться. Да. Ну это прям шахматы по сути своей. Ну тут все как будто просто. Хожу сюда, ебашу его. Этим отталкиваю это вот так. Вот этим. Делаю вот так. 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 Вот так. И вот так. Ладно. Чё за нахуй? Есть. Окей. Повышение. Реактор меха. Экспериментальные бомбы Ренфилда. Рывок. Пускай пока здоровье будет.
М. Харск. Сейчас будет пот. А, через каждые 2 сражения пот, на третий упадает, что ли, типа. О, Феникс Парк. Феникс Парк. Думаешь? Не убивать гремучего века. Вот что это за хуйня? Меня вот это, блядь, напрягает, вы пиздец. Это он, да? Энергощиты, да, я понял, хорошо. Эта клетка была расколота, если превратиться в Если клетка получит урон, она превратится в пропасть. Юниты, не умеющие летать, будут немедленно уничтожены, оказавшись. А вот как, понял. Твой пацан пытается кататься на тренажере, но он ему больше не вот. Забавно. Да. Это он гремучий? О боже. Его нельзя убивать. Нормально. Здрасте, ебать. Так. Допустим, схожу сюда.
Блять, какая же хуйня. Допустим, этого я ударю. Хотя даже не так. Давай вот так сделаем. Он же должен умереть? Кое-как, я вообще не понимаю. Ну, с одной звездой реально, походу, простые задания. Класс оружия любой. Добавляет на поле боя химический танк, способный поражать врагов кислотой. Нихуя себе. Допустите менее 3 уронов. Электрогенератор. Ну, как будто бы приемлемо. А наконец норм игра. Прятаться. Дети пусть идут спать. Нормально. Они пойдут спать тогда, когда я им это скажу. А не ты, блядь. Да. Блин, а я ему никак урон... Ну, нанести нанесу, но... Хотя бы так. Зачем инвазиан гонит детей?
Дети цветы стрима. Вот так, да? О, нормально. Окей. Чисто. Нормально. Повышение. На мана. Я, кстати, так и не использовал этого бойца. Бери... Так его надо настроить. Так, окей. А сколько у этого танка хп? Если боец умрет, то до конца боя или навсегда. Навсегда.
Они еще... мы еще и отлетаем от... Ну, нихуя. Сука. Ой-ой. Ой-ой. Сброса хода у меня нету, да? Или есть? Да, блять, что делать-то? Я сейчас пилота лишусь. Как нехуй делать, блять. Ну и моча.
И на том спасибо. И что будет, если я сюда звезду потрачу? У него будет урон 2 или что? А, чисто продать. Ну ладно. Защитить артиллерию. Нихуя он крутой. Он же у меня не утонет. Ты же не утонешь? Танки же не тонут.
Толчок надо активировать на... Понял. Окей. Химический танк толчок. Окей. Просто нахуй в воду улетел. На корм рыбам. Карлсон с повышением. Ну, это было хорошо. Плюс 2 здоровья. Уничтожить плотину, допустить менее 3 единиц урона сети. Защитить танки. Защищать объект не робототехника. Ну там реактор есть. Там есть 2 танка еще. Да, попробуем. Танки без повреждений. Танк архивов.
Погоди-ка. Хуя он. Блин, За 6 там- часов вопрос никто не озвучил. Буду, видимо, я самым наглым. Гоготу не давал знак, когда придет, чтобы розыгрыш производить. Ну, кстати, Гугл что-то пропал. Плохо, а то народ теряем. А он разве был вообще? После моего вопроса возрос до 5. Да неужели?
Бля, он же взорвется, да? Реактор проебал. Все ушло? В смысле? А, нет. Этот ВИЧ багует. Но, видать, Гога не знал, что сегодня розыгрыш. Ну так, розыгрыш проведем, скорее всего. И потом просто победителю, скорее всего. Или вообще не проводите розыгрыш, хуй знает. Он не знал, что его ждали. Ну вот странно, да. Перенесем розыгрыш на завтра, вот. Что-то человека не видно. Меня это напрягает. Выглядело, будто было 7 зрителей максимум, но мне могло показаться, и наличествовало чаще всего 5.
Перенос, значит, Да, лучше перенести. А то сейчас проведу розыгрыш, а человек там, ну, который вот спонсирует розыгрыш, он не придет или вообще не будет розыгрыша как такового, кто его знает, что произойдет. Поэтому как-то это стрёмно. тогда со спокойной совестью перехожу в спящий режим. Прилично я тут посидел, уже познавательненько. Да. Ну извините, что так получилось. Как-то не ожидал, что так будет. Добрый. Давай, спокойно. Наконец можно сходить в магазин за едой. А ему шагов не хватит, блять. Как он заебал. Пиздец, он бесполезный, нахуй.
Ну, слава богу. Ну, хотя бы. Боже мой. А может какие-то условия сделать для начала розыгрыша? Может вообще похуй, не будем проводить розыгрыш. В том плане, что нужно, чтобы хотя бы участников для розыгрыша было, ну, человек 10 или типа того. Вот какая-то хуйня каждый раз. Старая мина. Подорвется на мине, погибнет. Инстантно. Интересно. Капсула. Опять этот кусок дерьма бесполезен.
Что-то я такого исхода прекрасного не ожидал. Что-то я вот такого не ожидал. В смысле? Ты заебал меня, ёбаный в рот. Зайди в документы. Удали оттуда 3 файла. Так, Into the Bridge. В App Data, может, надо искать? Не? Не My Games. Облачное сохранение.
Ага. Save data Lua. Удалить. Undo save. Бэкапы чисто удалить. Расширение бэкапа 3 файлов. Понял. Удалил. И чё? БК поставить. Сотри расширение бэкапа 3 файлов. БК поставить. 3 бэкапа оригинала удалить. Ну, теперь уж бэкапа не восстановить. А я их стер. Только один пилот остался. Только один. Не повезло. Задонатил 500 рублей и говорит, пожалуйста, не злись. Просто не повезло. Да нормально. Спасибо за 500.
А он, кстати, плавать не умеет, наверное. Ёбаный в рот, он просто в две стороны стреляет. Четыре урона. Классно. Nissan Guyana. Понятно. Гляну, что такое. Чисто позырю.
Та-да-да. Да как он может взорваться на мине? Он летающий, блядь. Как это работает, нахуй? Любой юнит. Господи, ну, тупая хуйня. Ну да. Не игра, а помойка. Пиздец. Летающий самолет взрывается от мины. Вау, это охуенно. Чё?
Тогда уже сложнее условия. Плюс 1 склад, первые 4 склада, и в этот склад можно завершить 2 островами, разрешается. Не понял. Не, я просто хотел проверить. Через эскалатор двигались. Пиздец. Бля. Да, это помойка. На мине взорваться. Ну, не знаю, это, видимо, создано для баланса, но хуй знает. Ладно, сегодня, пожалуй, закончим. Спасибо за 500, спасибо. Ты не обязан был, но большое спасибо. Так. Ну, я напишу Гоге. Завтра розыгрыш будет или нет, посмотрим. Ну, я писал. Ну, надеюсь, завтра все будет окей. Ладно, сегодня не получилось. Сегодня получилось. Завтра все, надеюсь, получится. Угу. Да, посмотрим. Ну все. Спокойной ночи, ребята, кто был. Всем пока.